Главное в банке – это человечность. Модуль Банк. Первый банк для предпринимателей. Привет, с вами Гео. И сегодня мы поговорим о глобальном, о целой эпохе, когда будущее казалось прекрасным, а потом все рухнуло в один день. О кризисе, который казался бесконечным, но из которого Америка вышла самой сильной экономикой мира. Время контрастов и легенд. Время джаза и пособий по безработице. Рек шампанского и сухого закона. Эпоха мафии и ФБР. Но что же происходило в мире за кулисами этих ярких образов? Мы все знакомы с именами, которые стали символами той эпохи. Аль Капоне, Франклин Рузвельт, Великий Гэтсби. Я рассказывал о разных людях, но кажется, я еще никогда не пытался подробно рассказать о мире, который их окружал. Чем он был похож на современный и чем отличался? Короткий период 20-30-х годов уникально для американской истории, да и для истории вообще. Ни в какую предыдущую эпоху жизнь одного поколения не сталкивалась с таким невероятным количеством изменений. Это касалось буквально всего, от техники до социального устройства. Ревущие 20-е сменились Великой депрессией, которая протекала во Вторую мировую войну. Как это случилось? Почему? Я постараюсь рассказать об этом так, чтобы сделать акцент на людях. Про экономику Великой депрессии тоже, конечно, будет. Но так, чисто сама база. Потому что про этот кризис написаны сотни научных работ. Я не вижу смысла их пересказывать. Хотите послушать подробную лекцию про экономику? Слушайте экономистов. А я хочу, чтобы после моего ролика вы смогли прочувствовать, насколько жизнь в 20-х годах 20 века была не похожа на все, что было раньше. И к чему это привело? И похоронный звон прозвучал в ушах победителей даже в момент их триумфа. Новая эпоха началась на один год раньше нового десятилетия. 11 ноября 1918 в Европе стихли взрывы. Великая война остановилась. Она длилась 1563 дня. Забрала жизни около 10 миллионов солдат. Ранила еще 20 миллионов и поглотила более 300 миллиардов долларов. Она разрушила империи и свергла династии в Германии, Австрии и России. Она образовала на карте новые страны – Венгрию, Чехословакию и Ирландию. Наступила странная тишина на фронтах. Многие думали, что Великая война закончила все войны. Но на самом деле она стала только первым актом перед еще одной кровавой мясорубкой. Мир получил передышку на 20 лет. Но все фигуры были расставлены на доске. В немецком госпитале рыдающий священник сообщил ефрейтору Гитлеру, что в Берлине свергли кайзера и подписали мир, несмотря на то, что немецкая армия все еще стоит на поле боя. Для Гитлера новость стала величайшим позором этого века. Он уткнулся головой в подушку на своей больничной койке и заплакал. Все было напрасно. Напрасно смерти 2 миллионов немцев. Капитуляцию Германии Гитлер рассматривал как заговор еврейских преступников. В следующие несколько дней он понял, что хочет стать политиком. На другой стороне планеты экономист Джон Кейнс скептически смотрел на Версальский мирный договор, который, по сути, ставил Германию на колени и возлагал на нее всю ответственность за начало войны. Бывшую империю лишили колоний, торгового флота, запретили использовать собственные угольные и железорудные шахты, а еще заставили платить 33 миллиарда долларов в качестве репараций. Кейнс писал, что этот договор увековечил военно-экономические потрясения в мирное время. К катастрофе на полях сражений добавилась месть победителей. Версальский договор посеял ветер, который через 20 лет перерастет в новую бурю. Униженную Германию будто публично выпороли. И многие немцы вполне логично затаили обиду. За кадром этой истории был и еще один персонаж – Герберт Гувер. Американский инженер, бизнесмен и начинающий политик. Во время войны он организовал продовольственную помощь голодающим бельгийцам. Великий гуманист, человек-компьютер, который знал о состоянии дел чуть ли не в любой области экономики. В 1928 году он станет самым популярным президентом США на момент избрания. Он триумфально победил практически во всех штатах.
Его срок должен был стать торжеством технократии и американской мечты. Но всего через год рухнет биржа, по всей стране закроются сотни банков, безработица вырастет до рекордных 25%, и Гувер покинет Белый дом, как самый ненавидимый человек в Америке. Но действительно ли именно его действия привели к Великой депрессии? Или прав был сам Гувер, когда находил причину кризиса в Первой мировой и международных отношениях? Понятно, что нам сегодня куда больше известен его преемник в Белом доме, Франклин Рузвельт. А Гувер со своими 4 годами президентства чисто ноунейм. Но тогда все казалось иначе. Вот цитата из его выступления 1928 года, через несколько месяцев после вступления в должность. Мы в Америке сегодня ближе к окончательной победе над бедностью, чем когда-либо в истории любой страны. Звучит, конечно, забавно, в контексте того, что через пару лет после этой речи количество бедных в стране вырастет раза в 2. Но тогда, скорее всего, ни один человек в мире не мог предсказать, что скоро накроет Америку, а вместе с ней и остальной мир. Крах фондового рынка в октябре 29-го стал чем-то вроде землетрясения, от которого до основания содрогнулся весь американский образ жизни, как война за независимость и противостояние севера и юга. Президент Гувер надеялся на лучшее, и для разработки программы по развитию страны 26 сентября 1929 года пригласил на ужин лучших социологов. Он хотел знать, что собой представляют рядовые американцы, чем живут и на что надеются. Падение биржи, которое случится через месяц, казалось почти немыслимым. Я люблю истории. Рассказывать или слушать – неважно. Важно, чтобы они были интересными и увлекательными. Одно из важнейших качеств истории, которые это гарантируют – наличие парадокса. И мне, как автолюбителю, хочется рассказать про GAC GS3, который парадоксально хорош для своей стоимости. Выглядит данная модель более чем достойно. Яркий дизайн, полностью светодиодные фары, выдвижные дверные ручки, а также спортивная решетка радиатора, которая дополняет футуристичный стиль. На месте водителя впечатляющий комфорт, и это не пространство, это космос. Здесь есть большие экраны мультимедиа, CarPlay, спортивное рулевое колесо, кресло с вентиляцией, которое можно регулировать по 6 направлениям. Мощный и надежный двигатель с расходом 5,9 литров на 100 километров. Объем багажника до 1271 литра. Длиной в 1,8 метра. 21 отсек для хранения. Влезет все, что нужно. Вывод – это стильный и практичный городской кроссовер, который более чем хорош за свою цену. В октябре проходит акция, и стоимость GAC GS3 начинается от 1 миллиона 999 тысяч рублей. Сканируй QR-код, записывайтесь на тест-драйв по ссылке в описании. Скажите всем дорогу молодым. Сейчас все было зашибись. Почти 3 десятилетия непрерывного экономического роста, 7 лет беспрецедентного процветания. Все были твердо уверены в завтрашнем дне, а президент Гувер всем своим видом олицетворял эту уверенность. Он излучал спокойствие успешного руководителя. В политику он пришел сравнительно недавно, да и то его вряд ли можно было бы назвать политиком в чистом виде. В смысле, до этого он был скорее чиновником. 7 лет проработал в должности министра торговли. Важный пост, но далеко не самый заметный в стране. А президентские выборы стали для Гувера вообще первыми за всю его карьеру. Для американского политика это что-то практически немыслимое. Такой трюк за всю историю удавалось проделывать единицам. Трампу, например. А так обычно все кандидаты на кресло президента шли к этому постепенно, выигрывая все более и более крупные выборы. На ужине Гувер сказал ученым, что Америка живет в новой эре. С этим было трудно спорить.
Список изменений в поколении с конца 19 века оказался бесконечным. Великая война, массовые миграции, беспорядки на национальной почве, стремительный рост городов и промышленных корпораций типа Форда и General Motors, автомобили, массовое распространение электричества, радио и кино, сухой закон, женское избирательное право, первое распространение рекламы и потребительских кредитов. Мир 20-х годов в один момент стал намного больше похож на наш, чем на тот, который был еще лет за 10 до этого. С 1890 года население Америки практически удвоилось – с 63 до 120 миллионов человек. Примерно треть от этого прироста составляли иммигранты. 6,5 миллионов итальянских, польских и венгерских католиков, 500 000 православных греков, 2 миллиона евреев из Российской империи и миллионы славян с Балканов. В 1930 году в США провели перепись населения, по которой выяснилось, что из 123 миллионов людей 10 были иммигрантами, а еще 24 миллиона имели хотя бы одного родителя, родившегося за границей. Это прям очень много. Традиционная сельская Америка богобоязненных протестантов просто не могла не измениться. Мигранты в основном селились на севере. Их тянули не земля и фермы, а фабрики и многоквартирные дома больших городов. Эти города стали островами мультикультурализма посреди деревенского моря. В 20-х годах в Чикаго почти треть жителей были иностранцами. Жители Нью-Йорка говорили на 37 разных языках, и только каждый шестой там посещал традиционную протестантскую церковь. Почти все иммигрантские общины объединялись в анклавы и старались сохранить свое культурное наследие. Они были чужаками в чужой стране, застрявшими между миром, который они покинули, и миром, где они еще не были полностью дома. Так появлялись все эти бесконечные еврейские кварталы, маленькие Италии, маленькие Польши. Они пустили корни и стали закрытыми группами сами в себе. Иммигранты читали газеты и слушали радиопередачи на родных языках. Они делали покупки в магазинах, открывали счета и оформляли страховые полисы в компаниях, которые обслуживали исключительно их конкретную этническую группу. Они обучали своих детей в приходских школах своего квартала и хоронили умерших с помощью этнических похоронных бюро. Они вступали в национальные организации, чтобы поддерживать старые традиции, и платили взносы в общество взаимопомощи, которые помогали в трудные времена. Короче, современные американские этнокварталы типа Чайна-тауна появились именно тогда. Времена, кстати, не сказать, что были простые. Мигранты ведь ехали в США не от хорошей жизни, но и на новой родине редко могли найти достойную работу. Обычно они занимались неквалифицированным трудом на фабриках, заводах и стройках. Им было не до политики. Многие сдавались и возвращались обратно в Европу, когда там появился шанс на восстановление после Первой мировой. Особенно много вернулось поляков, словаков и хорватов, у которых после войны появились свои страны. А какую реакцию в обществе вызывает резкое появление такого количества понаехавших? Конечно, ксенофобию. Именно тогда новую популярность обрел возрожденный Ку-Клукс-клан. Но теперь он боролся не только против черных, но и против всех мигрантов. И это была прям проблема национального масштаба. К началу 20-х годов в Ку-Клукс-клан входили 5 миллионов человек. Его представители входили в местную власть в нескольких штатах. А в 1924-м клан пролоббировал самый жесткий антимигрантский закон, который фактически остановил поток новых мигрантов в страну. Но главное уже произошло. Америка получила миллионы новых жителей, и впервые в истории количество городских жителей превысило количество фермеров. А за следующие 10 лет экономического роста и еще 6 миллионов американцев покинут деревни. Но, конечно, вся эта одноэтажная Америка не исчезла. Вот что мы представляем себе, когда речь заходит о ревущих 20-х. Даже само слово «ревущие» сразу рождает в голове картинку постоянных тусовок, джаза, флекс с деньгами. И, конечно, тусовки были. Но что на фоне? Один из главных творцов мифа о бесконечном трэше и угаре 20-х, автор великого Гэтсби Фрэнсис Скотт Фиджеральд, писал, что вокруг этих фейерверков и бабла лежала огромная неизвестность за городом, где люди все еще продолжали двигаться между рождением и смертью в соответствии с ритмами солнца. У 45 миллионов сельских американцев не было водопровода и электричества. В туалет они ходили на улицу или в ночные горшки. Еду готовили в печах, которые топили дровами, а дома освещали старыми масляными лампами. С наступлением темноты
мир за окном превращался в зловещую тайну. Вот, например, описание простого похода в туалет среди ночи. У меня был ужасный выбор. Либо сидеть в темноте и не знать, что ползает по мне, либо принести фонарь и привлечь моль, комаров, ночных ястребов и летучих мышей. Мать будущего губернатора Арканзаса самостоятельно варила мыло из кишок свежезарезанной свиньи, чтобы также самостоятельно постирать белье в холодной реке. Мать будущего президента Линдона Джонсона сгорбилась еще в ранней юности, когда таскала тяжелые ведра с водой из колодца на кухню. Это, кстати, еще раз показывает, насколько сильно могла измениться жизнь от родителей до детей. Родители упахивались в поле без канализации и электричества. А дети в дорогих пиджаках будут принимать законы. В общем, мне кажется неудивительным, что фермеры хотели покинуть такую хтонь и переехать поближе к цивилизации. Но все не так просто. У массовой миграции в города были и важные экономические причины. До окончания Первой мировой американские фермеры чувствовали себя, в общем-то, неплохо. Америка стабильно поставляла продукты в воюющую Европу. Но когда наступил мир, то все это продовольствие стало некуда девать. Внутри США цены пошли вниз. Стоимость хлопка, кукурузы и шерсти упали в 3 раза. Кажется, что звучит круто. Все наконец-то дешевеет. Но на самом деле это большая проблема. Внутри страны фермерские товары было банально некуда девать. Кредиты, которые фермеры взяли на покупку разной сельскохозяйственной техники, нечем было платить. Семьи массово разорялись и теряли землю. Собственно, поэтому миграция в города и росла такими темпами. Люди, потерявшие все, искали возможность заработать. Гувер знал об этой проблеме и пытался спасти фермеров. Одним из первых законов, который он принял, был закон о сельскохозяйственном маркетинге. Он подразумевал создание так называемых стабилизационных корпораций. Они на деньги правительства должны были скупать у фермеров излишки продукции и складывать их в специальные хранилища, которые не будут поставлять товары на рынок. Это должно было помочь стабилизировать цены на более-менее приемлемом уровне. Может быть, это даже бы и помогло, но сельский кризис смешался с Великой депрессией, и все пошло по одному месту. В итоге именно американские фермеры станут наиболее пострадавшей группой населения. Мало того, что и в ревущие 20-е они вообще не чувствовали на себе экономического подъема, а уж в бедные 30-е они лишились остатков того, что у них было. А что там с черными? Как эти необычные изменения мира сказались на них? До 24 года особо никак. Они все еще в массе своей вели жалкую нищенскую жизнь на юге, в бывших рабовладельческих штатах. Но потом кое-что изменилось. Я вот недавно говорил, что федеральные власти решили свести к нулю иммиграцию иностранцев, но огромным фабрикам все еще требовалась дешевая рабочая сила. И вот южные чернокожие стали вполне себе заменой итальянским, еврейским и польским мигрантам. А потом к ним присоединились еще и около 500 000 мексиканцев, на которых закон об ограничении миграции не распространялся. Это нашествие привело к чему-то совсем уж немыслимому. В 1928 году Оскар Де Прист стал первым чернокожим конгрессменом в истории. Вопрос, почему этого не случилось раньше? Ведь в Америке уже тогда примерно 10% населения были черными. А все из-за того, что несмотря на миграцию на север, 4 из 5 чернокожих оставались жить в южных штатах, под давлением того, что называлось законом Джима Кроу. Я думаю, все ж слышали про сегрегацию. Так вот, она началась как раз с этих законов. Появились они после гражданской войны, когда всем рабам на территории штатов была дарована свобода. Но бывшие южные рабовладельцы все равно нашли способ, как провернуть дело в свою сторону. Они у себя ввели такие правила, по которым формально чернокожие не были рабами, но по сути мало от них отличались. Отдельные залы ожидания на вокзалах, отдельные церкви, отдельные ужасно плохие школы и даже отдельные питьевые фонтанчики. Ну и, конечно, масса ограничений избирательных прав. Поэтому черные так долго не могли получить никакого представительства во власти, даже на местном уровне. Социологи Гувера обнаружили, что жизнь чернокожих на юге можно описать одним словом – пи***. Им было неформально запрещено работать на заводах. Они жили на своих фермах в ужасающей бедности и изоляции. Уровень детской смертности там был в 2 раза выше, чем среди белых. Средняя продолжительность жизни на 15 лет короче. И все это, я напомню, на фоне ревущих 20-х. Контраст
ярко светящегося ночного Нью-Йорка и непроглядной тьмы ночной Алабамы. Вот что такое 20-е годы в Америке. Ну и это отличная иллюстрация к тому факту, что традиционной сельской стране наступал конец. Именно тогда демократическая партия быстро начинает превращаться в современную. Я имею в виду, что какой стереотип у нас есть о демократах и республиканцах. Демократы — это про права мигрантов, прогресс, социальную поддержку, а республиканцы — консерваторы, за средний класс и традиционные ценности. Так вот, до 20-х годов все было плюс-минус наоборот. Основными избирателями демократов были южные штаты, которые еще не до конца приняли отмену рабства, фермеры и плантаторы. А за республиканцев голосовали интеллектуалы, бизнесмены и рабочие. Кстати, первый чернокожий конгрессмен тоже был республиканцем. Ну а так как традиционные ценности американской деревни все больше отставали от жизни, то и республиканцы намного чаще выигрывали на выборах. Если что, до знаменитого Франклина Рузвельта за весь предыдущий 20 век демократ только один раз становился президентом. Это был Вудро Вильсон. А так сплошные республиканцы. МакКинли, Теодор Рузвельт, Тафт, Гардинг, Кулидж и, конечно, Герберт Гувер. Да, и демократ Вильсон смог попасть в Белый дом, только потому, что у республиканцев случился раскол, и на выборы пришли сразу два кандидата. И оба бывшие президенты. В итоге это размыло голос избирателей республиканцев, и Вильсон без проблем одержал победу. Это, кстати, довольно известный математический прикол. Если на выборы приходят два кандидата плюс-минус с одинаковыми программами, то с высокой долей вероятности выиграет третий, даже несмотря на то, что он может и не быть самым популярным в стране. Короче, почти постоянные победы республиканцев символизировали закат сельского фундаментализма и триумфальное господство крупных городов, которые теперь сами стали задавать новые американские ценности. Их стали транслировать первые глянцевые журналы, которые тоже появились в 20-х годах. Например, Time и Нью-Йоркер. Да, прикиньте, кажется, будто они существовали всегда. Но нифига, это продукт именно той эпохи. Но в таком разделении города и деревни была и своя проблема. Ведь если одна половина вашего населения богатеет и развивается намного быстрее, чем другая, то это не может не создать напряжения. Фермеры пахали днем и ночью, но в итоге за 30 лет их производительность труда выросла только на 50%. Не, звучит, конечно, круто в теории, но если сравнить это с производительностью фабричных рабочих, которые за то же время стали производить 4 раза больше товаров, то разница, думаю, будет очевидна. А в некоторых отраслях разрыв был еще больше. Заводы Ford каждые 9 секунд выпускали с конвейера новейшую машину. Хотя всего за 10 лет до этого на один автомобиль уходило 14 часов. То есть Ford стал производить машины в 5600 раз быстрее. В 1900 году автомобиль был роскошной игрушкой для богатых. Всего лишь около 4000 человек по всей стране могли позволить себе такую покупку. Но к 1929 году ситуация изменилась. Обычные американцы уже обладали более чем 26 миллионами автомобилей, по одному на каждые 5 человек в стране. Только за этот год они купили почти 5 миллионов машин, и обошлись им они гораздо дешевле в процентном соотношении. До Первой мировой автомобиль в США стоил примерно как 2 годовые зарплаты рабочего. А к концу 20-х его можно было купить примерно за 3-месячный заработок. Резкий рост числа автомобилей – это прям самый наглядный пример экономического роста Америки. Автомобильная промышленность давала больше всех рабочих мест. Рабочие массово скупали все подряд. И казалось, будут делать это постоянно. Но даже такая сказочно успешная стратегия имела свои пределы. Массовое производство сделало массовое потребление необходимым. Фича превратилась в баг. Нельзя производить все больше и больше товаров, если их не будут все больше и больше покупать. Как показали исследования Гувера, растущее благосостояние 1920-х годов в большей степени доставалось владельцам капитала, крупным бизнесменам и банкирам. А доходы рабочих хоть и росли, но не с такой скоростью, как росло промышленное производство. А значит, рано или поздно вся эта лавочка накроется медным тазом. И автомобильная промышленность, та самая передовая и самая быстро растущая, первая ощутила это на себе. В General Motors в 26 году признали, что отрасль растет.
такими темпами, что скоро упрется в потолок. Проблему пытались решить тем, чтобы отодвинуть ее куда-то в будущее. Как? Очень просто. Ведь что нам нужно? Чтобы машины продолжали и продолжали покупать в быстром темпе. Как этого добиться, если уже все, кто хотел и имел деньги, купил машину? Сделать так, чтобы ее могли купить те, у кого денег нет. Так впервые появились потребительские кредиты. И реклама. В смысле, конечно, она была и раньше, но только в 20-х годах она стала такой, какой мы привыкли. Яркие билборды, слоганы, маркетинговые кампании. Одна только General Motors тратила в год по $20 миллионов на рекламу. Но это говорило не только о развитии рекламы, но и о том, что продавать становилось все сложнее и сложнее. Ведь с ее помощью корпорации хотели пробудить в людях желание купить что-то, что превышает реальные потребности и возможности. Кредиты и реклама поддерживали продажи автомобилей еще какое-то время, но без новых рынков сбыта за границей или значительного перераспределения покупательной способности в пользу обедневших фермеров, границы потребительского спроса были уже близки. Тем не менее, в бурно развивающихся промышленных городах почти все американцы заметно улучшили свой уровень жизни. Реальная зарплата рабочих выросла почти на 25%. К 1928 году средний доход на душу населения у них был в 4 раза выше, чем у фермеров. Для городских рабочих это процветание было ощутимым и реальным. У них появилось больше денег, чем когда-либо прежде, и они могли позволить себе множество новых товаров, не только автомобили, но и консервы, стиральные машины, холодильники, синтетические ткани, телефоны, походы в кино и еще одно новое чудо техники – радиоприемник. Почти ничего из этого не было доступно в сельских районах. Серость. Сплошная монотонная серость. Моей жизни не хватает красок, контраста, сочности. Все настолько блекло, что даже черный недостаточно черный. Даже кофе не бодрит. Так больше не может продолжаться. Поэтому я выбираю телевизор от Haier, модель OLED S9 Pro. Премиальное качество изображения благодаря OLED-экрану. Стопроцентная точность цветопередачи. Технология Dolby Vision IQ, которая подстраивает картинку под освещение. Трехмерный звук благодаря технологии Dolby Atmos, а также максимально удобное приложение Evo TV, которое экономит время при поиске контента. А еще эту красоту можно без труда поворачивать на 20 градусов. Не телек, а кайф. Переходи по ссылке в описании с промокодом GEO20, ты получишь 20% скидку на Haier онлайн. Добавь красок в свою жизнь вместе с Haier. Так это компот. Ненавижу ЧБ. В 20-х впервые в истории количество фабричных рабочих в США превысило количество людей, занятых в сельском хозяйстве. И, как ни странно, их жизнь становилась все проще и легче. Не, если сравнивать с современными офисами, то там, конечно, был лютый трэш и мрак. Но попробуйте сами поставить себя на место чувака из 20-х. Если ты родился на ферме, то как протекают твои дни? Ты фигачишь в поле по 12 часов в сутки, без выходных. Поначалу на фабриках было то же самое, но уже в 23-м году заводы стали отказываться от 12-часового рабочего дня. К 1930 году большинство сотрудников работали по 48 часов в неделю. Хотя привычные нам двухдневные выходные еще не стали нормой американской жизни, а оплачиваемые отпуска могли рабочим только сниться. Пенсия так вообще оставалась недостижимой мечтой для среднего американского рабочего. Чтобы иметь деньги, надо было работать прямо до могилы. В этом контексте довольно странным может показаться то, что уровень безработицы все равно был выше 10%, даже в самые богатые годы в середине 20-х. Там вообще было много интересного. Постоянные перемены в жизни часто нарушали семейные отношения, не оставляли времени для социальной активности или участия в гражданской жизни и даже затрудняли организацию профсоюзов.
Этот нестабильный, разобщенный и ненадежный образ жизни был реальностью для миллионов американцев. С одной стороны, они иногда ощущали вкус процветания, а с другой, у них было очень мало контроля над условиями своей работы и тем, как складывалась их жизнь. Типа работай, пока есть возможность, и копи на случай увольнения. Уволили? Сиди на финансовой подушке и ищи новую работу. Никаких пособий не существовало. Более того, республиканцы во власти активно выступали против таких пособий. Угадайте почему? Потому что это социалистическая идея. Она противоречит американскому идеалу, в котором человек всего должен добиться сам, без какой-либо помощи со стороны. Эта идея прочно укоренилась в головах чиновников и промышленников и не менялась вплоть до начала Великой депрессии. Профсоюзы у рабочих были, но из-за враждебного отношения к ним, всех подряд, количество членов там постоянно снижалось. От 5 миллионов во время войны до 3,5 миллионов к моменту начала кризиса. Ну и, честно говоря, сами профсоюзы тогда тоже были специфические. Как правило, их создавали квалифицированные рабочие, для себя и своих интересов. Часто они наглухо игнорировали проблемы неквалифицированных коллег, не говоря уже об этнических конфликтах. Квалифицированные рабочие, как правило, были коренными белыми американцами, а остальные – понаехавшими мигрантами из глубинки Европы и сельских районов Америки. Ну и в корпорациях этим умело пользовались. Когда Американская Федерация Труда решилась устроить забастовку на сталелитейных заводах, то руководство устроило финт ушами. Оно направило своих агентов в рабочие кварталы, чтобы сеять вражду между разными этническими группами, и заявили, что раз белые отказываются работать, то сейчас быстренько привлекут 30 тысяч чернокожих, которые с радостью займут их рабочие места. Ну и понятно, что забастовка быстро прекратилась. После этого катастрофического поражения сталелитейный профсоюз забил болт на права неквалифицированных рабочих и предоставил их самим себе. С профсоюзами был еще один прикол. Некоторые корпорации пытались усидеть сразу на двух стульях и завоевать лояльность своих работников и ослабить влияние профсоюзов. Они сверху создавали свои профсоюзы и предлагали работникам бонусы, акции компаний, страховые полисы, оплату каких-нибудь развлечений и даже пенсии. Круто! А минусы будут? Будут. Все программы были под контролем корпораций, которые могли отменять их по своему усмотрению. Пока в стране были деньги, то no problem, хватало на все. А как только бахнул кризис, то давай до свидания, пролетарий. Но деваться было уже некуда, сильных независимых профсоюзов не было. Да и государство тоже не особо спешило на помощь, во всяком случае поначалу. И еще интересные изменения происходили в сфере женского труда. В 1929 году около 10 миллионов женщин работали по найму в очень ограниченном количестве профессий: преподавание, офисная работа, домашняя прислуга и, не знаю, как это по-другому сказать, в общем, швейное дело. В очень ограниченном количестве профессий: преподавание, офисная работа, домашняя прислуга и, не знаю, как это по-другому сказать, швейное дело. В начале 20 века женщины составляли 18% всех работников. К 1930 году этот показатель вырос до 22%. То есть примерно каждая четвертая женщина имела оплачиваемую работу. Но есть нюанс. В основном это были молодые, незамужние девушки до 25 лет. А когда женщина выходила замуж, то практически всегда бросала работу. Особенно, если семья заводила детей. Только одна из 10 матерей работала вне дома, а женщин постарше, работающих вне семьи, были единицы. И это считалось абсолютной нормой жизни. Типа, пока ты молодая и не замужем, то фигачишь где-нибудь в офисе секретаршей, пытаешься охмурить начальника повыше, а потом выходишь замуж и сидишь дома, варишь борщи и воспитываешь детей. Тем не менее, даже в этой сфере у женщины становилось все больше и больше прав. В 20-х появились флэперы, что-то типа современных альтушек. Они вели себя подчеркнуто независимо от мужчин, слушали джаз, курили, ездили на собственных автомобилях. В 1920 году в США приняли 19-ю поправку, которая гарантировала женщинам избирательное право. Многие женщины, особенно городские, белые и обеспеченные, начали использовать новые средства контрацепции, что ожидаемо вызвало возмущенный вой консерваторов, которые в этом увидели угрозу среднему классу. Ведь если белые коренные американки перестанут рожать, то кто ж тогда будет населять Америку? Мигранты и чернокожие бедняки? Ужас какой!
Еще одним важным изменением стало почти полное искоренение детского труда. Стремительный рост зарплат привел к тому, что всего один кормилец мог обеспечивать семью. Если опять посмотреть на начало 20 века, то там каждый пятый ребенок был вынужден работать, а через 30 лет по всей Америке работало меньше 5% детей. Повторю, у этого были чисто экономические причины. Гуманизм тут ни при чем. Федеральные власти несколько раз пытались законодательно запретить детский труд, но Верховный суд каждый раз отменял эти попытки. Тем не менее, детей на заводах становилось все меньше и меньше. А меньше работающих детей означает больше детей в школах. В 20-х годах впервые большинство американских подростков продолжили обучение в старших классах. Они ушли крутить гайки на фабрике. Количество школьников увеличилось в целых 8 раз. Достижения были не только впечатляющими, но и очень затратными. Штаты взяли на себя практически все расходы, включая улучшение дорог для всех этих новых автомобилей. В результате, в 1920-х годах долги штатов значительно возросли, и в некоторых случаях они достигли пределов, установленных законом или кредитными рынками. Местные и государственные налоги также резко выросли, значительно опережая рост личных доходов. К 1929 году правительство на всех уровнях собирало вдвое больше налогов по сравнению с 1914. Американцы стали выделять все большую часть своих доходов не только на личные нужды, но и на общественные цели. И это многих раздражало. Хотя по сегодняшним меркам налоги в бюджете составляли не так уж и много, всего 15% ВВП. Сейчас, например, эта цифра примерно в 2 раза больше, но на тот момент это было прям дофига. А люди на повышение налогов всегда реагируют одинаково. Отстаньте от моих денег. Или хотя бы покажите, на что их тратите. Тем не менее, федеральные власти долго не хотели брать на себя ответственность. Республиканцы того времени выступали за минимальное вмешательство государства в личные дела граждан, особенно во всем, что касается денег. Типа, мы с вас мало просим, но и помогать вам не собираемся. Лучше всех эту политику невмешательства олицетворял президент Кэлвин Кулидж. Он был прям эталонным белым фундаменталистом во всем. В религии, в экономике, в социальных вопросах и даже рыбалке. Типа, ничего не нужно менять, ничего не нужно делать. А если и делать, то так, как делали наши деды. Кулидж любил время от времени бросать лаконичные фразы, которые прекрасно отражали его консервативные убеждения. Например, он заявил: «Главное дело американцев – это бизнес». В оригинале это звучало еще интереснее. А в другой раз он сказал: «Человек, который строит фабрику, строит храм, а человек, который там работает, совершает молитву». Эти высказывания Кулиджа хорошо передавали его приверженность экономии и невмешательству, которые определяли политику того времени. Немногие государственные структуры, которые должны были как-то регулировать экономику или отвечать за госпроекты, медленно умирали. Например, Кулидж отменил амбициозные проекты министра торговли Гувера по управлению реками на Западе. По той же причине он наложил вето на предложение о помощи фермерам и ускоренных выплатах ветеранам Первой мировой войны. Он также упорно сопротивлялся попыткам реструктуризировать долг союзников по Первой мировой. Логика у Кулиджа тут была простая. Они же взяли в долг, не так ли? Вот пусть и отдают, как договаривались. В общем, Кулидж предпочитал ничего не делать и довольно считал, что все идет как надо. Процветание и благодать. Я тут только привел в пример пару цитат этого человека. Но если так посмотреть, он не особо много говорил. И даже считал это своей фишкой. По принципу, если ничего не говорить, тебя не попросят повторить. Он считал, что 9 из 10 проблем исчезают сами собой, если их просто игнорировать. Будущего президента Гувера, который тогда был министром, такая умиротворенность президента просто бесила. Потому что беда этой философии заключалась в том, что когда единственная 10-я проблема все-таки настигала Кулиджа, он был совершенно к ней не готов. Ярким примером стал рост спекуляций на рынке с 1927 года, на которые Кулидж просто не обращал внимания, несмотря на предупреждения экономистов. Но, как я уже сказал, это была его фишка. Всех, кто давал ему советы что-то менять, он считал плохими советниками, в том числе и Гувера. Ну и как бы с точки зрения Кулиджа все выглядело окей. Процветание реально продолжалось долго, и казалось, что ему не будет ни конца, ни края.
Но в глубинах экономики уже начали происходить тревожные изменения. Проблемы в сельском хозяйстве были очевидны давно, но теперь и другие сектора начали чувствовать боль. Про автомобили я уже сказал. Там темпы роста замедлились еще в 2025 году. Но и жилищное строительство тоже остановилось. Бум на рынке недвижимости во Флориде лопнул, как мыльный пузырь, когда в сентябре 1926 года туда обрушился ураган. Безналичные расчеты упали с $1 миллиарда до 143 миллионов. Это был зловещий намек на финансовый коллапс, который вскоре задушит всю банковскую систему. Запасы товаров на складах начали расти в 1928 году, и к середине лета 1929 года их стоимость увеличилась почти в 4 раза. Это явно указывало на то, что люди не готовы столько покупать, сколько производят заводы. Самым тревожным из этого всего было то, что Гувер назвал оргией безумных спекуляций. Что это значило? В теории рынки облигаций и акций должны отражать и даже предвосхищать реальные экономические процессы. Типа бизнес компании растет, значит и акции дорожают. Но к 1928 году американские фондовые рынки ушли далеко от этой реальности. Они словно взлетели в фантастический мир, где законы рациональной экономики больше не действовали, а цены на акции перестали иметь какую-либо связь с их настоящей стоимостью. Деловая активность по всей стране неуклонно снижалась, но акции продолжали стремительный рост. Рынок начал расти не медленными шагами, а огромными скачками. Особенно вверх летели акции компаний, которые было принято связывать с прогрессом, типа Radio Corporation. Их бумаги могли расти по 10-15% в день. Кроме всего прочего, это говорило о том, что деньги у населения были, просто промышленные товары им были уже не нужны. Двадцатые годы, кроме всего прочего, вошли в историю как эпоха джаза. Это понятие было намного шире, чем просто музыка. Слово «джаз» означало сперва секс, затем стиль танца и, наконец, музыку. Когда говорят о джазе, имеют в виду состояние нервной взвинченности. Примерно такое, какое воцаряется в больших городах при приближении к ним линии фронта. Это слова Фрэнсиса Скотта Фитджеральда, писателя, который всей своей жизнью и творчеством иллюстрировал это безумное время для таких людей, как он. Он сам был заядлым тусовщиком, написал про это самую знаменитую книгу «Великий Гэтсби» и закончил жизнь как рок-звезда. В смысле, спился и умер в 44 года. Собственно говоря, именно он и придумал это название – эпоха джаза. Фитджеральд описывал ее как время сиюминутной радости и лихорадочного гедонизма. В ней чувствовалась жажда жить здесь и сейчас. Чувствовался распад былого миропорядка после войны. Ее сформировали два ключевых момента – карнавальная атмосфера и влияние Первой мировой войны на потерянное поколение. Жизнь слишком быстро менялась и казалась слишком короткой. Поэтому нафиг думать о будущем, сдерживать себя и откладывать что-то на потом. Потому что никакого потом может и не случиться. Бабки есть – гуляем. Фитджеральд не был сторонним наблюдателем, который бы просто критически описывал состояние золотой американской молодежи из крупных городов. Он все это пережил на личном опыте. Можно сказать, что в каком-то смысле он и распиарил свой образ жизни. Джаз в 1920-е годы воспринимался как, сейчас, кей-поп, наверное, что-то невероятно модное, не похожее на классическую традицию и вызывающее. В 1922 году в Америке появились первые радиостанции с регулярным вещанием. Так, современная музыка стала доступна буквально всем. Все главные звезды джаза появились именно в 20-е. Луи Армстронг блистал в клубах Чикаго и Нью-Йорка. Его стиль вывел эту музыку на новый уровень. А одной из самых популярных групп тогда была Red Hot Peppers. Без чили. Восстание молодежи 20-х годов проявлялось во многих формах. Необычная мажорная мода, женщины, которые курили на публике, свободные разговоры о сексе, танцы, придуманные африканцами, внезапно стали популярны среди белой молодежи. Старая почтенная публика была в ужасе. Белые подростки танцуют как черные. Какое невероятное падение морали. Некоторые американцы из городского среднего класса видели в джазе
музыку дьявола. Они считали, что сами джазовые ритмы способствуют распущенности и падению нравов. Прям четко по формуле. Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст. Не кто-нибудь, а аж целый профессор Принстонского университета Генри Ван Дайк писал: «Джаз — это вообще не музыка, это просто раздражение слуховых нервов и струн физической страсти». Газеты тоже не отставали. В Нью-Йорк Таймс вышла статья, где джаз обвинили чуть ли не во всех бедах мира. И в упадке западной цивилизации, и в падении качества итальянских теноров, и в увеличении количества сердечных приступов у классических музыкантов, и даже в плохом торговом балансе с Венгрией. Но, понятное дело, молодежи было пофиг. Они сбегали в джаз-клубы и находили там свободу от социальных норм. Свободу в одежде, словах и поведении. Раскованный характер джаза поощрял чувственное самовыражение. Еще одной чертой таких тусовок было то, что на них собирались представители всех слоев общества, от богемной интеллигенции и артистов до гангстеров и светских львиц. Люди носили яркую одежду, женщины перья в волосах и короткие юбки, мужчины соломенные шляпы канатье и полосатые пиджаки. Объединяло всех только одно – атмосфера изобилия и бесшабашности. Литры шампанского, несмотря на сухой закон. Это ощущение праздника и безудержного веселья – визитная карточка эпохи джаза. И закончится она только в 29 году, когда Америка содрогнется от биржевого краха. А деньги для подпитки растущего фондового рынка текли со всех сторон. Их было так много, что казалось, будто Уолл-стрит поглощала все деньги всего мира. Какая-то доля приходила напрямую из карманов частных инвесторов. Но не такая большая. В массе своей скупкой акций занимались крупные корпорации. В 1920-х они получали солидную прибыль. Тратить деньги на расширение производства не было смысла. Рынок и так был забит товарами под завязку. Поэтому компании стали использовать прибыль для спекуляции на бирже. И еще больше денег поступало из банковской системы. Это прям вообще какой-то дикий абсурд. Хотя и логичный. Инфляции в стране почти не было. Ключевая ставка оставалась низкой, всего 3,5%. То есть банкам было легко делать новые деньги. Это, кстати, не фигура речи. В реальной экономике именно коммерческие банки создают новые деньги, а не государство их печатает на заводе. В общем, банки могли брать кредиты под очень низкие проценты и выдавать их всем желающим. А желающие их брали и вкладывали не в покупку новой машины или стиралки, а в фондовый рынок. Ведь сами посудите, какая там прибыль? Можно взять в банке кредит под 10% годовых, вложить их в ту же Radio Corporation и отбить затраты за неделю. А дальше только сиди и успевай считать прибыль. То есть, прикиньте, люди реально брали кредиты, чтобы на них покупать акции. И какое-то время эта стратегия даже работала. Практика стала настолько популярной, что брокеры во время бума могли брать с клиентов огромные проценты за кредиты, которые те брали на покупку акций. Каждый день в экономике новых кредитов появлялось на 200-300 миллионов долларов. Эта политика дешевых денег была во многом результатом влияния главы ФРС. Если кто не в курсе, это американский Центробанк. В общем, звали этого чувака Бенджамин Стронг, и были у него довольно странные идеи. Во-первых, Стронг был фанатом золотого стандарта. Но тут ничего удивительного. Привязка денег к золоту была тогда мейнстримом экономики. Так вот, в Англии канцлером казначейства назначили Уинстона Черчилля. И он решил провести реформу. Вернуть привязку английского фунта к золоту, которую отменили во время войны. Так сказать, провернуть фарш назад. Казалось бы, при чем тут американская ФРС? А при том, что Бенджамин Стронг решил поддержать Черчилля и помочь ему удержать английскую экономику после таких выкрутасов. Потому что курс английского фунта к золоту стал сильно выше, чем реальный. Поэтому люди просто предпочитали покупать золото. Это было явно выгоднее, чем вкладывать в бизнес или покупать те же автомобили, например. А еще выгоднее было это золото переправить в Америку и там купить акции. Но вот в такой ситуации Стронг решил, что в США надо держать низкие процентные ставки, чтобы деньги подешевели, и англичанам не было бы так выгодно вкладывать золото в американскую экономику. Ну и как бы английской экономике это действительно в чем-то помогло. Зато в американской начался бум спекуляций на бирже. Из-за этой политики Герберт Гувер будет презрительно называть Стронга придатком Европы.
Но это то, что происходило где-то в глубинах экономики и в высоких кабинетах. Обычным людям все это было до лампочки. У них были свои проблемы и свои радости. Например, сухой закон. Об этом я еще не говорил, но нельзя рассказывать про ту эпоху и забыть про мафию, бутлегеров и подпольные бары. Короче, сухой закон – это одна из самых радикальных реформ в истории США. Традиционно там бухали абсолютно все, кроме самых отбитых религиозных фундаменталистов, голос которых становился все громче и громче. Почему? Ну потому что трудно было что-то возразить на аргументы в духе, что пьянство вредит здоровью. У всех перед глазами были десятки примеров, как бухой сосед пропил корову. И теперь его семье нечего есть. То есть нельзя сказать, что люди массово прям хотели отказаться от алкоголя. Просто не знали, что возразить убежденным трезвенникам. Ну а те фанатично топили за свое, проводили демонстрации, создавали сообщества, типа Женского христианского союза трезвости и Антисалунной лиги. Политики эти крики воспринимали как желание общества и тоже начинали продвигать в своих речах. С одной стороны, они думали, что это поможет их популярности, а с другой, видели в запрете алкоголя легкий способ улучшения качества жизни, повысить, так сказать, моральные ценности и снизить преступность. Свои сухие законы уже были в нескольких штатах еще до запрета на федеральном уровне. Решающий шаг был сделан в 1919 году. Сухой закон по всей стране ввели не просто отдельным указом, а прям целой поправкой в Конституцию. Она запрещала производство, продажу и транспортировку алкоголя. Кстати, про употребление новый закон ничего не говорил. Бухать все еще можно было легально. Поправка вступила в силу в 2020 году. Но при этом мы знаем это время как тусовочный угар с кубометрами шампанского и вискаря. Как же так? Ну, тут случилось то, что происходит всегда, когда властям видится простой способ решить чуть ли не все проблемы. Оказывается, в попытках починить что-то одно, ты ломаешь еще 10 вещей, о которых даже не подумал. С введением сухого закона американское общество оказалось перед новой реальностью, в которой алкоголь стал запрещен. Но никуда не исчез. Вместо того, чтобы снизить уровень потребления, закон фактически подогрел интерес к алкоголю. Вся страна разделилась на тех, кто пытался обходить запрет, и тех, кто стремился его соблюдать. Десятки миллионов американцев не хотели отказываться от своих привычек. А там, где есть спрос, есть и предложение. Массово стали появляться подпольные бары, спикизи. Иногда это были закрытые помещения в реальных нормальных барах. В смысле, тут у нас в главном зале пьют чай и родниковую воду. А если спуститься в подвал, в комнату без таблички, то легко можно найти и чё покрепче. Тогда же в 20-е в моду вошли коктейли, когда по внешнему виду напитка непонятно, что вы пьете, смузи или джин с фруктовым соком. Нелегальные тусовки в спикизи стали настоящим социальным феноменом. Несмотря на запрет, эти заведения пользовались огромной популярностью. По оценкам, в одном только Нью-Йорке к концу 1920-х годов насчитывалось более 30 тысяч спикизи. Сделать с ними ничего было нельзя. Владельцы просто предпочитали платить полицейским или мафии за крышу. А закрыть такое количество баров оказалось невозможно. Спикизи стали центрами ночной жизни, где играла живая музыка, выступали джазовые ансамбли, а люди наслаждались своей свободой. Многие спикизи имели сложные системы тайных проходов и туннелей, чтобы сбежать в случае полицейского рейда. Это добавляло интриги и экстрима для посетителей. Ну и в каком-то смысле это был протест против власти, ведь по сути миллионы простых людей регулярно нарушали аж целую поправку в Конституцию и не видели в этом ничего плохого. Появилась и целая культура обхода закона. Например, виски можно было купить в аптеках по рецепту. Ну и понятное дело, что нарисовалась целая куча врачей, которые за определенный прайс могли поставить больному несуществующий диагноз и прописать бокальчик коньячка перед сном, чисто для здоровья. Производители американского вина пострадали больше всех, но и они нашли какой-никакой выход. В продажу поступили так называемые винные кирпичи, высушенный концентрат виноградного сока, на которых содержалась подробная инструкция, что ни в коем случае нельзя делать, чтобы случайно не получить вино. Типа, не кладите брикет в воду, не оставляйте его на 20 суток в темном прохладном помещении, иначе вы получите вино, а это ни в коем случае нельзя.
Но, конечно, самые большие прибыли были в контрабанде и самогоноварении. Сухой закон привел к массовому производству контрафактного алкоголя и контрабанде. Весь этот нелегальный бизнес контролировался криминальными организациями, которые быстро поняли, что на запрете можно сделать большие деньги. Мафия, которая раньше представляла собой прям натурально банды рэкетиров, превратилась в крупные организации. До введения запрета преступники в основном обитали в больших городах и занимались азартными играми, вымогательством, проституцией. Денег там было много, но не прям чтоб миллионы. А вот сухой закон обрушил на мафию настоящий долларовый дождь. Появились целые подпольные структуры, которые контролировали производство, перевозку и продажу бухла по всей стране с огромной прибылью. Просто потому, что любой запрещенный товар всегда стоит дороже легального. Лицом этого процесса стал, конечно, Аль Капоне. У меня, кстати, про него отдельный ролик был. Так вот, преступный бизнес Аль Капоне реально был больше похож на корпорацию, чем на бандитизм. Он приносил примерно 60 миллионов долларов в год. По современным меркам это почти миллиард. Средств ему без проблем хватало на то, чтобы купить кого угодно. Чиновников, полицейских, судей. А если те оказывались слишком принципиальными, то лучших адвокатов. Или в крайнем случае киллеров. Конечно, Аль Капоне был не один такой. Много кто хотел откусить кусок такого жирного пирога. А преступники борются с конкурентами не в судах, а в уличных перестрелках. Чикаго, Детройт и Нью-Йорк накрыла серия алкогольных войн, где банды сражались за контроль над территориями и потоками нелегального алкоголя. Но мафия выросла не только за счет продажи вискаря. Вискарь просто принес ей колоссальное бабло, которое те стали вкладывать в другие виды запрещенной деятельности. То есть вместе с продажами алкоголя выросла и вся остальная преступность. То есть власти думали, что сухой закон поможет снизить преступность. Но по факту случилось все ровно наоборот. Мафия стала одной из самых могущественных сил в стране. Но сухой закон был не единственной причиной роста криминала в 20-х годах. Еще сыграли роль социальное неравенство и технический прогресс. Простым парням из низов тоже хотелось красивой жизни, дорогих костюмов и шампанского. И мафия позволяла все это получить. Тем более, если ты ходишь в нелегальный бар и пьешь нелегальный алкоголь, то как бы уже нарушаешь закон. Так почему бы не нарушить его еще каким-нибудь образом? А новые технологии типа радио и особенно машин сделали преступность более мобильной и сложной для контроля. Радио и глянцевые журналы способствовали созданию новых кумиров из криминальной среды. Например, про Аль Капоне буквально все знали, кто он и чем занимается. За его жизнью следили так, будто он звезда Голливуда. А что касается машин, то гангстеры получили возможность быстро перемещаться по городу и скрываться от полиции. Но что еще хуже, они быстро пересекали границы штата после какого-нибудь налета или ограбления. Почему это важно? А потому что тогда вся полиция в США была полицией штатов. Шерифы Луизианы почти не сотрудничали с шерифами из Техаса и не могли преследовать преступников на чужой территории. То есть какие-нибудь Бонни и Клайд грабят заправку, бегут от погони, переезжают в соседний штат. И все, они в домике. Пока и там они не совершат какое-нибудь правонарушение. Почти. Именно тогда все большую популярность стала обретать идея создания федеральной полиции. До этого штаты ей всячески сопротивлялись, потому что боялись, что потеряют свою независимость. Но когда старая система показала, что не способна справиться с бандитами нового времени, то пришлось, что называется, попуститься. Так появилось ФБР, у которого своя сложная история, где пиара и бреда часто было больше, чем реальных дел. Но в итоге со своей задачей оно справилось и довольно быстро всех знаменитых гангстеров либо посадило, либо перестреляло. А руководитель ФБР Джон Гувер стал национальной знаменитостью. Да, еще один Гувер, но с президентом Гербертом Гувером они не родственники, даже дальние. С ФБР, кстати, связан еще один прикол. Про пиар я сказал не зря. Вот какую эпоху мы считаем самой гангстерской в истории США? Думаю, не ошибусь, если скажу, что многие из вас сразу подумали про 30-е. Так вот, нифига подобного. Огромный всплеск преступности был в те самые ревущие 20-е. Если брать только самые заметные преступления, типа ограблений банков, то их было прям значительно больше, чем в 30-е. Тем не менее, массовая культура как-то не сохранила имена этих более ранних бандитов. Зато
Джонни Диллинджер, Бонни и Клайд, Малыш Нельсон и другие до сих пор остаются популярными фигурами. Как так? Ну, тут снова не обошлось без руководителя ФБР Джона Гувера. Ведь это ему было поручено бороться с такими преступниками. А он очень хотел показать, что занимается важным делом, что его работа, как говорится, опасна и трудна. Гувер раздавал интервью, где по сути сильно переоценивал значимость гангстеров, которых он пытался поймать, чтобы общество воспринимало их как реальную проблему. То есть он сначала искусственно раздувал проблему до масштаба Вселенной, а потом успешно ее решал. Но и у людей складывался образ об агентах ФБР, как о каких-то супергероях. Правда, был у этой стратегии и побочный эффект. Гангстеры тоже стали звездами, и у них поклонников было вряд ли меньше, чем у федералов. Короче, Гувер хотел пропиарить ФБР, но попутно пропиарил и бандитов. Да так, что их помнят до сих пор. И до сих пор считают 30-е годы временем расцвета преступности. А Аль Капоне, кстати, задержали и посадили вообще без участия ФБР. В общем, сухой закон продержался до 1933 года, когда Великая депрессия была прям в самом разгаре. Он стал одним из самых спорных экспериментов в истории США. Вместо того, чтобы привести к улучшению общества, он создал огромные возможности для организованной преступности, превратил полицию и местные власти в коррумпированные помойки. Даже после отмены его последствия ощущались еще довольно долго. Мафия, укрепившаяся на волне бесконечных денег от торговли алкоголем, на десятилетия вперед стала головной болью для властей. Так что сухой закон стал важным уроком для общества, показав, что запреты не всегда приводят к тем результатам, которые вы ожидаете, а последствия могут быть вообще непредсказуемыми. А теперь давайте снова поднимемся на уровень выше и посмотрим, как началась депрессия. Ведь слишком доступные кредиты сами по себе не стали причиной финансового бума. Точно так же, как бензин по себе не разжигает огонь. Чтобы огонь разгорелся, нужно не только топливо, но и кислород и искра. Вот только до сих пор так никто и не смог точно определить, что стало той самой искрой, которая разожгла финансовый пожар, охвативший и поглотивший рынки в 28 и 29 годах. Ясно одно. Кислород, которым питались биржи, был не только в сложных механизмах и трюках трейдеров. Главным ингредиентом стала сама атмосфера, когда в воздухе буквально витали мечты о легком богатстве, где, как на поле дураков, можно посадить монету и за пару дней вырастить денежное дерево. Но опытные трейдеры понимали, что скоро надо будет скидывать акции и фиксировать прибыль. Весь вопрос только когда? И чем больше росли рынки, тем больше спекулянты начинали думать о том, чтобы выйти из игры. И вот в этой атмосфере беспокойства, азарта и неопределенности биржа открылась 24 октября 1929 года. Тут еще надо добавить, что индекс перестал расти еще за месяц до этого и постепенно снижался. Не очень сильно, но заметно. Опытные игроки поняли – пора. Больше ждать роста бессмысленно. Все началось с обвала заказов на покупку. За один день было продано рекордное количество акций – почти 13 миллионов. К полудню убытки достигли около 9 миллиардов долларов. Тикер, который отсчитывал курс, не успевал за событиями и опаздывал на 4 часа. Биржу охватила легкая паника. Но когда тикер в 7 вечера отсчитал последнюю транзакцию, то оказалось, что все не так плохо. Индекс в целом даже немного отскочил. Но потери, конечно, все равно были значительные. Индекс потерял примерно 30% стоимости. В историю этот день вошел как черный четверг, за которым была черная пятница, черный понедельник и черный вторник. Последний день краха на бирже в Нью-Йорке было продано почти 16,5 миллионов акций. Рекорд, который продержался целых 39 лет. Этот черный вторник накрыл Уолл-стрит мраком и безнадежностью. Трейдеры окончательно поняли, что остановить катастрофу не получится. Все, кто верил, что скоро падение кончится, забили и тоже начали скидывать акции. И еще 2 недели после этого цены продолжали стремительно падать, словно летели вниз с той же скоростью, с которой недавно также летели вверх. Кажется, только тут до некоторых дошло, что торговля с деньгами, взятыми в кредит, работает в обе стороны.
Она позволяет как быстро заработать, так и быстро все потерять. Даже незначительное падение стоимости акций означало, что брокеры отзывали у людей акции, взятые в кредит, а те были вынуждены либо вносить больше наличных, либо соглашаться на принудительную продажу своих ценных бумаг. Миллионы таких продаж одновременно просто выбили почву из-под ног рынка. Падение беспощадно продолжалось 3 недели. Очень много знаменитых людей потеряли деньги. Например, внезапно Черчилль. В конце 20-х годов он поехал в Америку, чтобы заключить контракт на свою новую, еще не написанную книгу. И там поддался всеобщему увлечению игрой на бирже. Он вложил в акции весь аванс, потом вкладывал еще и еще. Он даже умудрился вложить $26 тысяч в черный четверг, потому что его брокер сказал, что это временное падение, и сейчас снова начнется рост. Так Черчилль просидел и Черную пятницу, и понедельник, и вторник, в надежде, что скоро все наладится. А когда стало ясно, что не наладится, то выяснилось, что он потерял $75 тысяч. На наши деньги сейчас это больше миллиона. Был еще такой профессор Ирвинг Фишер, уважаемый экономист из Ельского университета. За неделю до краха он заявил: биржевые цены достигли уровня, который похож на постоянно высокие платы. Я считаю, что в ближайшее время, а может и вообще никогда, индекс не упадет на 50-60 пунктов от нынешнего уровня. Я ожидаю, что в ближайшие несколько месяцев рынок заметно вырастет по сравнению с сегодняшним днем. Потом эту фразу ему будут припоминать еще очень долго. Фишер потерял как репутацию, так и большую часть своих денег, включая дом. Его настолько поразила собственная ошибка, что следующие пару лет он потратил на изучение кризиса и попытки объяснить, что же произошло. В итоге в 1933 году он опубликовал работу под названием «Дефляция долга», где прям по пунктам изложил, что и почему случилось. У меня ролик все-таки не про экономику, так что я эту теорию пересказывать не буду. Скажу только то, что в 30-е на дефляцию долга не обратил внимания почти никто, потому что, что там полезного может написать экономист, который как лох педальный потерял деньги на бирже. Только спустя несколько десятилетий эту версию откопали и пришли к выводу, что Фишер, в общем-то, был прав. Пострадали и крупные бизнесмены. Например, основатель General Motors Уильям Дюрам. Он был из тех миллионеров, кто надеялся нагреть руки на падении и купить акции по дешевке. Дюрам потратил почти все свое огромное состояние на скупку летящих вниз бумаг во все самые черные дни недели. И ожидаемо остался ни с чем. И следующие несколько лет был вынужден жить на пенсию от компании. А потом в маленьком городке Мичигана открыл кафешку с боулингом, где лично работал на кухне. В общем, падение биржи было колоссальным. К середине ноября 1929 года около $26 миллиардов просто испарились. Сумма гигантская. Но почему тогда я так спокойно об этом говорю? Вот же прям момент, с которого внезапно для всех началась Великая депрессия. Миллионы людей остались без денег. Ужас же. Ужас. Но не ужас. Не так все просто. Ни одно экономическое исследование не смогло показать, что крах биржи в 29-м стал прямой причиной Великой депрессии. Да, фондовый рынок обвалился, но связывать это напрямую с десятилетним экономическим кошмаром не получается. Многие специалисты вообще утверждают, что это не связанные вещи. В смысле, что в тех обстоятельствах депрессия началась бы в любом случае, хоть с крахом биржи, хоть без. Звучит странно, но вообще-то такого же мнения придерживались американские экономисты сразу после Черного вторника, потому что ни в чем не было заметно никакой депрессии, ни великой, ни обычной. Президент Гувер 25 октября заявил, что основной бизнес страны, то есть производство и распределение товаров, находится на прочной и процветающей основе. Спустя пару лет его будут за это жестко высмеивать. Но если посмотреть на ситуацию глазами человека из 30-го года, то можно было бы сказать, и в чем же он не прав? Замедление деловой активности было заметно к середине лета 29-го года. Но пока еще было мало оснований считать это чем-то большим, чем обычным спадом, который случается в экономике раз в несколько лет.
Единственное, что бросалось в глаза, так это взрывной рост цен на акции почти вдвое с 1928 года. Так что падение биржи для Гувера не стало сюрпризом. Он уже давно предупреждал о том, что рынок сильно перегрет, и теперь мог с уверенностью сказать: «Ну вот, я же говорил». Более того, Гувер в этом видел и положительную сторону, что экономика наконец-то избавится от накопившихся токсинов. И в этом мнении он не был одинок. Многие выдающиеся умы того времени придерживались схожих взглядов. Например, Джон Кейнс. Да, тот самый, чье имя потом будут связывать с выходом США из Великой депрессии. Так вот, в 1929 году он тоже говорил, что черный четверг — это закономерное и здоровое развитие событий, которое направит деньги из спекуляций на более продуктивные цели. Уважаемый финансовый обозреватель New York Times вообще назвал крах биржи поэтично – реакцией на оргию безрассудных спекуляций. Американская экономическая ассоциация в декабре 1929 года заявила, что экономика восстановится к июню следующего года. Это мнение экспертов. А что насчет простых людей? Ведь им-то должно быть не все равно, что их сбережения превратились в пыль. Ну как вам сказать, в том же New York Times провели опрос, какая для вас была самая важная новость в 1929 году. Никогда не угадаете. Самой важной новостью 1929 года, по мнению американцев, стала экспедиция адмирала Берда на Южный полюс. Да, именно это они посчитали важнее якобы начала величайшего кризиса в истории. Поведение финансовых рынков после краха только подтвердило оптимизм того времени. Я имею в виду то, что акции хоть и упали на самое дно, но уже к апрелю 30 года восстановили 20% стоимости, а индекс промышленных компаний вернулся примерно на тот же уровень, что был в начале 1929 года. Черный вторник — это далеко не первая паническая распродажа на Уолл-стрит. Но в отличие от предыдущих кризисов, она не привела к банкротству ни одной крупной компании или банка. Да, для многих индивидуальных акционеров это было катастрофой, но до настоящей депрессии дело еще не дошло. Пока что. Еще один популярный образ черного вторника – это легионы мелких акционеров, рабочих, таксистов, офисных клерков, которые жили, опьяненные мечтами безумного десятилетия, и которые теперь рвали на себе волосы, потому что потеряли все деньги. Эту картинку пересказывают вообще все, но прикол в том, что она берет свое начало из эссе Фреда Аллена, которое он опубликовал в 1931 году. А кто такой этот Фред Аллен вообще? Экономист? Социолог? Может, журналист? Нет. Это, комик, фактически стендапер, если б тогда было такое слово. В реальности ничего подобного не было. По данным Американского министерства финансов, в 1929 году всего только 2,5% населения владели ценными бумагами. То есть подавляющее большинство американцев вообще никакого краха не заметили. Неожиданно, да? Ну а пока вы перевариваете эту информацию, давайте я немного расскажу о Герберте Гувере, президенте, на срок которого выпало начало Великой депрессии. Посмотрим, что он делал для восстановления экономики и мог ли вообще что-то сделать. Гувер происходил из обычной религиозной семьи. Он рано потерял родителей, поэтому воспитывался в семье дяди. После школы он поступил в Стэнфордский университет. Сейчас это один из самых престижных вузов мира, а тогда он только-только появился. В 1985 году Гувер получил диплом геолога и пошел на самую обычную работу. Первые 2 года он копал землю рядом с такими же работягами, пока через 2 года его не пригласил на службу английский горнодобывающий концерн. Уже не как рабочего с киркой наперевес, а как перспективного инженера-геолога. Первым его заданием стало отправиться в Австралию и найти золото. И знаете что? Он его нашел. Не просто нашел, а еще и помог разработать новые технологии, чтобы сделать добычу эффективнее. И дальше продолжил в том же духе. После очередной успешной экспедиции в Китай руководители фирмы сделали его партнером. В следующие 14 лет Гувер колесил по миру, занимаясь разработкой и управлением горнодобывающими проектами в Австралии, Азии, Африке и Латинской Америке. В 1909 году он выпустил книгу «Принципы горного дела», которая стала учебником для инженеров и менеджеров. Там он выступал за коллективные переговоры рабочих и руководство компаний, за 8-часовой рабочий день и безопасность на шахтах. Книга стала стандартом в горнодобывающих школах и укрепила репутацию Гувера как прогрессивного и просвещенного бизнесмена.
К 1914 году в возрасте 40 лет он накопил состояние в $4 миллиона и решил уйти из активного бизнеса. Когда началась Великая война, Гувер добровольно вызвался организовать международные усилия по оказанию помощи Бельгии, которая страдала от немецкой оккупации. Его успех в деле, так сказать, кормления голодающих бельгийцев, принес ему мировую репутацию великого гуманиста. В 1917 году Гувер вернулся в США, чтобы занять пост администратора по продовольствию в военном правительстве Вудро Вильсона, президента-демократа, я напомню. Сам Гувер до этого никакой политикой не занимался, не топил ни за демократов, ни за республиканцев. После войны он сопровождал Вильсона в Париж как личный советник, как директор Высшего экономического совета и глава еще нескольких ассоциаций и ведомств. Гуверу приписывают заслугу в реорганизации разрушенной войной европейской экономики. Шахты снова заработали, реки были очищены, мосты и дороги восстановлены, продовольствие и лекарства доставлены. К моменту подписания Версальского мирного договора Гувер уже стал знаменитостью, объектом восхищения и уважения. Его называли самой важной фигурой, которую война привнесла в жизнь Вашингтона. Или вот, высокий общественный дух Гувера, его интеллект, знания, сочувствие и редкое понимание того, что действительно важно для страны, в сочетании с его организаторскими способностями и преданностью могли бы сделать его замечательным президентом. А молодой помощник министра военно-морских сил Франклин Рузвельт говорил про Гувера, что этот человек – безусловное чудо, и что он хотел бы, чтобы Гувер стал президентом Соединенных Штатов, потому что лучшего кандидата и быть не может. Напомню, это все было в 1918 году. Через 10 лет Гувер и правда станет президентом, а еще через 4 года он проиграет выборы Рузвельту. Как бы там ни было, в начале 20-х Гувер решил идти в политику. Популярную фигуру хотели заполучить в свои ряды все партии, но в итоге он объявил себя республиканцем и именно в таком качестве получил должность министра торговли. В Белый дом он вступал с невероятным рейтингом. И, конечно, Гувер был республиканцем, индивидуалистом и бизнесменом в душе. Но он считал, что американский индивидуализм не эгоистичный и не замкнутый сам на себе. Напротив, он включал уважение к другим и привязанность к обществу. Для Гувера словом, которое отражало суть американского индивидуализма, было служение. Точно такое же слово используют некоторые протестантские церкви, что логично, ведь Гувер сам тоже был сильно верующим протестантом. В своей книге он написал: «Идеал служения – это великая духовная сила, излитая нашим народом, как никогда прежде в истории мира». Это был уникальный американский идеал, который, по мнению Гувера, делал ненужным в Америке рост государственной власти, от которого страдали другие страны. Ну, в смысле, что американцы – это крутые и умные люди, и они как-то смогут построить жизнь без того, чтобы государство за ними постоянно приглядывало и пыталось помочь. В 1928 году Гувер получил власть президента, и он был полон решимости использовать ее по максимуму. Он был доволен, когда протащил через Конгресс закон о сельскохозяйственном маркетинге. Это было впечатляющее подтверждение его предвыборного обещания, что правительство должно быть конструктивной силой. Я напомню, что этим законом Гувер хотел поддержать цены на фермерские продукты и спасти фермеров от разорения. Гувер хотел вернуть дух реформаторства прогрессивной эпохи, который был забыт сначала из-за войны, а потом из-за президента Хардинга и Кулиджа, которые вместо реформ предпочитали не рыпаться и не ломать то, что, по их мнению, не сломано. Но Гувер считал, что реформы опаздывают уже на 14 лет и надеялся, что сможет их провернуть. Он также четко обозначил свои цели. Мы хотим видеть страну, состоящую из домовладельцев и фермеров. Мы хотим, чтобы их сбережения были защищены. Мы хотим, чтобы у них была постоянная работа. Мы хотим, чтобы все больше и больше людей были застрахованы от смерти, несчастных случаев, безработицы и старости. Мы хотим, чтобы все были в безопасности. Гувер должен был стать идеальным президентом для устойчиво развивающейся страны. А в итоге страна свалилась в величайший кризис, и оказалось, что политика Гувера для кризиса не очень подходит. Что я имею в виду? Ну вот, если Великая депрессия не началась с краха на бирже, то
С чего она тогда должна была начаться? Так вот, на второй год своего президентства Гувер принял один закон, про который многие экономисты говорят, что если он не сам стал причиной Великой депрессии, то как минимум точно никак не помог улучшить ситуацию. Речь про так называемый тариф Хоули-Смута. Противники закона называли его протекционизмом на стероидах. Смысл там был простой, как 3 цента. В Америке снижается деловая активность. Люди покупают все меньше. Фермеры вообще загибаются. Надо сделать так, чтобы даже в таких условиях прибыли американских компаний не падали. Но как? Элементарно. Снизить продажи импортных товаров, поддержать отечественного производителя. Закон о тарифах Хоули-Смута предполагал введение огромных пошлин свыше чем на 900 товаров из-за рубежа. Экономисты поумнее понимали, что это капец, что это приведет к прямо обратным результатам. Больше сотни ученых подписали коллективное письмо с просьбой Гуверу наложить вето на закон. Экономический советник Гувера Томас Ламонт почти на коленях умолял президента остановить эту безумную реформу. Но у Гувера не хватило политической воли. Хотя подождите, а в чем тут, собственно говоря, проблема? Ведь на первый взгляд звучит все логично. Если иностранные товары станут дороже, то граждане станут покупать более дешевые, свои. Местные компании начнут зарабатывать больше, и экономика снова пойдет в гору. Но как бы не все так просто. Уже тогда мир представлял собой одну сеть глобальной торговли. Товары из разных стран продавались по всей планете. И если неожиданно все государства лишаются такого большого рынка сбыта, как США, то это ломает всю систему. Разумеется, европейские страны не стали сидеть сложа руки, и как ответку ввели собственные гигантские тарифы на американские товары. Ну и все, мировая торговля по сути остановилась. Бедные стали все, даже те самые американские компании, которых этот закон, по идее, должен был поддержать, ровно потому, что свою продукцию они продавали далеко не только в США. И если на родине они, может, и правда стали получать больше прибыли, то вот в остальных странах наоборот, они почти все потеряли. Почему ж Гувер, такой типа прошаренный бизнесмен и миллионер, не принял аргументов адекватных экономистов? Ну, потому что он придерживался традиционных старомодных взглядов на экономику. Не, реформы Гувер, конечно, хотел провести, но не в экономике. Там, по его мнению, должна была царить политика невмешательства и свободы. Ведь какой бы фактор там ни появился, то рыночек обязательно порешает. Гувер, как и многие другие, считали, что спад деловой активности – это неизбежная часть цикла. Типа, это как болезнь у людей. Простудиться можно в любой момент, но простуда всегда проходит. И незачем вмешиваться в естественный процесс. Гувер был даже не самым ярким представителем этой идеи. Его, может, и можно было переубедить, но вот его министра финансов нет. Звали этого человека Эндрю Меллон. И кажется, он на полном серьезе считал своей заслугой, что заставляет правительство не вмешиваться в развитие кризиса. У Меллона была одна простая формула. Ликвидируйте рабочую силу, ликвидируйте акции. Ликвидируйте фермеров, ликвидируйте недвижимость. Это очистит систему от гнили. В смысле, не в прямом смысле надо поубивать людей и разрушать дома, а фигурально. Если при кризисе какие-то компании и люди разоряются, то это хорошо, значит, они были неэффективны. Меллон говорил, что потеряв легкие деньги, люди начнут работать усердно и вести более нравственную жизнь. Это, конечно, вообще очень смешно. Типа, не жили богато и нечего было начинать. В общем, в кабинете министров Гувера этот Меллон был самым ярким представителем жесткой политики невмешательства. За это его в газетах прозвали «ленивой феей», которая вместо своей работы просто говорит «надо только подождать, и все наладится само собой». Очень, конечно, интересное мнение. Будто министр придумал себе железную отмазку для того, чтобы сидеть сложа руки. Гувер все-таки был не таким. Он хотел действовать. В целом он понимал, что кризис пройдет более мягко, если людям помогать. Он понимал, что нельзя допустить какую-нибудь банковскую панику, что надо помогать разорившимся фермерам и остановить возможную массовую волну увольнений на заводах. Мысли-то в целом правильные.
Просто из-за своих устаревших убеждений Гувер не мог действовать эффективно. Уже после биржевого краха он начал приглашать в Белый дом руководителей банков, железных дорог, производителей стали и даже коммунальные службы. В течение почти 2 недель эти люди выходили из ежедневных встреч с президентом и делали ритуальные заявления, что экономика по-прежнему крепка и будущее выглядит оптимистично. Что происходило на этих встречах Гувера с крупным бизнесом? Гувер просил промышленников не снижать зарплаты. Это было значительное достижение, потому что во всех предыдущих кризисах работодатели первым делом решали свои проблемы за счет зарплаты рабочих. Но Гувер убедил их, что первый удар должен прийтись на прибыль, а не на зарплаты. Поддержание уровня зарплат, по его мнению, не только защищало достоинство и благополучие работников, но и сохраняло покупательную способность в экономике. В смысле, раз у рабочих будут деньги, они смогут их тратить и тем самым поддерживать продажи. Это была очень хорошая мысль, которая позже станет основой кейнсианской экономической теории. Но даже в 1920-х годах она уже была понятна многим экономистам, в том числе и Гуверу. Федеральная резервная система еще больше снизила процентную ставку, чтобы насытить экономику деньгами. Федеральный совет фермеров старался поддерживать цены на продукты. Короче, все пытались работать, чтобы остановить монстра, который уже был виден на горизонте, и звали его дефляция. Ах да, об этом я еще не говорил ни разу. Но главная проблема, с которой столкнулась экономика во время Великой депрессии, это внезапно снижение цен. Прям по самому обычному закону спроса и предложения. Товаров все больше, спрос на них ниже. Соответственно, цены снижаются. У компаний падают прибыли. Они меньше вкладываются в развитие бизнеса, увольняют рабочих. Денег в экономике становится еще меньше. И так по кругу. То есть, с одной стороны, звучит прикольно. Зашел в пятерочку, а там все стоит в 2 раза меньше. А с другой стороны, тебе не важно, сколько что стоит, если у тебя в кармане 0. В общем, Гувер пытался предотвратить такое развитие событий. 5 декабря он объявил о мерах по оживлению экономики через стимулирование строительных работ. По настоянию Гувера руководители железных дорог и коммунальных служб согласились расширить свои программы. Он также отправил письма губернаторам каждого штата и мэрам крупных городов с предложением ускорить строительство дорог, улиц, общественных зданий и других инфраструктурных проектов, чтобы обеспечить рабочие места. В течение нескольких месяцев Гувер добавил к этим усилиям ресурсы федерального правительства, запросив у Конгресса дополнительные $140 миллионов. То есть Гувер сделал ровно то же самое, что спустя несколько лет будет делать Рузвельт. Только Рузвельта в этой истории помнят как героя, а Гувера как антигероя. Потому что делал он не только это. Но даже здесь, несмотря на правильный вектор, его сил не хватало. В смысле, 140 миллионов на поддержку строительства — это не миллиарды, которые потом будет выделять Рузвельт. Почему в таком случае Гувер не шел тем же путем? Ну потому что федеральная власть в Америке тогда не была особо сильна. Гувер зависел не только от крупного бизнеса, но и от властей штатов. В 1929 году федеральные расходы составляли около 3% от ВВП. Если что, сейчас они больше 20%. Расходы местных органов власти были тогда куда больше. То есть, по сути, Гуверу неоткуда было выделять миллиарды на помощь экономике. Он мог об этом только просить. И не забывайте, что ситуация все еще не казалась столь критической. Никто, включая Гувера, который был тревожнее большинства, не подозревал, что страна стоит на краю пропасти, из которой ей потребуется более 10 лет, чтобы выбраться. И даже Рузвельт, который придет как бы на все готовое и с карт-бланшем на любые действия, все равно не сможет действовать настолько эффективно, насколько про это принято говорить. Политики не только не могли представить себе все сложности предстоящего десятилетия, но и почти не осознавали, что происходит вокруг них в конце 1929 года, да и на протяжении большей части 1930-го. У них не было даже нормальной статистики по безработице. Да, прикиньте, эксперты и конгрессмены, когда оценивали количество безработных, то делали это буквально на глазок. Хотя с каждым месяцем все больше и больше людей теряли работу. Это как айсберг, большая часть которого скрыта под водой. Если смотреть только на верхушку, то кажется, что можно делать оптимистичные прогнозы. 1 мая 1930 года Гувер на выступлении в торговой палате заявил: «Я убежден, что худшее позади.
И при постоянных усилиях мы быстро восстановимся. А через месяц он вообще сказал, что кризис, по его мнению, закончился. Опять, конечно, повод посмеяться над дебилом. Но если учитывать ту информацию и масштабы, которые были доступны тогда, заявления Гувера не казались такими уж возмутительно идиотскими. К апрелю 1930 года фондовый рынок начал снова заметно расти. Банки в основном держались уверенно. Пострадали только некоторые сельские банки. Но и они не обанкротились и не закрылись. Если смотреть по общим цифрам, то к осени 30-го года там даже выросла сумма депозитов. То есть граждане снова понесли деньги в кассу. Отчеты о безработице, хотя и были тревожными, все еще не внушали паники. Крупные работодатели, похоже, сдерживали обещание поддерживать зарплаты на прежнем уровне, а частная промышленность вместе с местными и органами власти соглашалась с просьбой Гувера ускорить строительные проекты. Но реальность, которую нельзя было разглядеть за скудными статистическими данными, была такова. Экономика почему-то продолжала свое загадочное падение. К концу 1930 года количество банкротств достигло рекордных 26 тысяч. ВВП упал на 12,5% по сравнению с предыдущим годом. Особенно сильно пострадали отрасли, которые делали товары длительного пользования. Производство на некоторых сталелитейных заводах сократилось на 38%. Примерно так же падение было в автомобильной промышленности. А я напомню, что именно она давала больше всего рабочих мест в стране. Несмотря на публичные обещания, частный бизнес не наращивал, а фактически сокращал расходы на строительство, потому что снижался спрос на новые дома. Точное количество уволенных оставалось неизвестным. Только более поздние исследования показали, что только за один 30-й год работу потеряли 4 миллиона человек. Тем не менее, большинство американцев в 1930 году не видели картину целиком. Они оценивали ситуацию через призму своего последнего опыта и недавних кризисов. Последний такой был в 1921 году. Тогда ВВП упал почти на 24%, что в 2 раза больше, чем в 1930-м. Безработица была еще выше. Так что в 1930 году американцы могли справедливо считать, что сейчас вообще не кризис, а так себе, бледное подобие кризиса 21 года. И раз уж мы пережили тот, значит переживем и этот. В это верили не только обычные граждане, но и большинство политиков из всех партий. Гувер считал, что делает вполне достаточно, чтобы экономика сама по себе стала восстанавливаться. Точно так же, как делала это всегда. Эта вера удерживала его от более агрессивных антикризисных действий. Да и общество от него этого не требовало. В середине 1930-го Гувер по-прежнему оставался лидером борьбы с депрессией. И казалось, что он побеждает. Или, по крайней мере, не проигрывает. Могущественный финансист Бернард Барух в мае 30-го вполне уверенно предсказывал, что президентство Гувера переживет депрессию. И он выйдет из нее в качестве великого лидера. Барух, если что, был членом Демократической партии. Поэтому нельзя сказать, что он просто льстил своему начальнику. Но осенью 30-го что-то произошло. И наконец-то всем стало ясно, Титаник пошел ко дну. Если крах биржи задел только маленький процент населения, то в конце 30-го случилось то, что задело всех. Началась невиданная банковская паника. Позже проблему признал и Гувер. Он написал: «Наша банковская система была самым слабым звеном во всей экономике, элементом, который первым поддался страху. Это была самая тяжелая часть мрачной трагедии, с которой мне пришлось столкнуться». Американские банки были хрупкими даже в хорошие времена. В 1920-е годы они закрывались со скоростью более 500 в год. В 1929 году прекратило работу 659 банков. Вполне нормальный показатель для того десятилетия. В 1930-е годы до октября цифры оставались примерно такими же. Но потом, буквально за последние 2 месяца, закрылось столько же банков, сколько за весь предыдущий год. В основе этой слабости лежала сложная и запутанная структура. Она была наследием давней борьбы американского правительства против Центрального банка, родом еще из середины 19 века. Финансовая система США была похожа на хаос и развивалась тоже примерно так же, без какого-либо контроля и почти без правил.
К 1929 году в стране насчитывалось около 25 тысяч банков и 52 разных режима регулирования. Многим из банков тупо не хватало денег. Картер Гласс, отец Федеральной резервной системы, называл их не более чем ломбардами, часто управляемыми мелкими лавочниками, которые называли себя банкирами, и все, что они знали, это как обращаться с наличностью. Но чисто технически так и было. Никакой прям строгой лицензии на банковскую деятельность не требовалось. Открыть банк было так же легко, как шиномонтажку в гараже. Был еще один прикол. Практически все банки в США были мелкими, потому что политики-популисты выступали против банковских сетей, которые хотят открывать филиалы в разных городах. Они видели в этом угрозу, что банкиры захватят власть и установят правление. Поэтому в 1930 году только 750 американских банков имели филиалы из 26 тысяч. Такая политика практически лишала банки почвы под ногами. У них не было достаточно ресурсов и сил, чтобы держаться на плаву в случае паники. Чисто технически в таких условиях банки могли бы поддержать ФРС, как делают это сейчас, например. Но тогда всего 30% банков имели соглашение с ФРС. Хотя, когда случилась жопа, это им никак не помогло. К концу 1930 года страх пронесся через хрупкую финансовую систему, как огонь через сухие листья. Что именно стало искрой, до сих пор не ясно. Но первым развалился Луисвильский национальный банк в Кентукки. Тут надо сказать, что такое банковская паника и почему из-за нее лопаются банки. Это одновременно чисто психологический и математический феномен. В какой-то момент проходит слух, что некий банк на грани банкротства, и надо срочно из него забрать деньги. При этом с банком может быть все в порядке. Но туда уже выстраивается очередь и требуют вернуть вклады. Надо понимать, что если одновременно все вкладчики нагрянут с такими же просьбами, то ни один банк в мире не сможет выполнить их требования. На счетах банка никогда нет столько денег, сколько там лежит формально. Потому что банк не только хранит вклады, но и ведет свою коммерческую деятельность, выдает кредиты, вкладывается в акции и так далее. Поэтому, когда в отделение выстраивается километровая очередь, то ему ничего не остается делать, кроме как обанкротиться. Особенно если речь идет про какой-нибудь мелкий банк за углом, без филиалов и страхования вкладов. А в Америке 30-го года такими были почти все. Ну и все, понеслась. Из-за набега вкладчиков рухнул один банк. Другие на это посмотрели и решили на всякий случай забрать свои деньги из другого банка. Он тоже рухнул. Люди побежали в третий. И покатилась такая лавина, что ее было не остановить ничем. Волна паники быстро перекинулась в Индиану, Иллинойсе, Миссури и дальше на Айову, Арканзас и Северную Каролину. Толпы перепуганных вкладчиков выстраивались в очереди, чтобы забрать свои сбережения. Банки, в свою очередь, пытались сохранить ликвидность. В смысле, никто не хотел закрываться специально. Все хотели по возможности пережить набег и поддержать доверие к своему бренду. А как это сделать? Постараться вернуть деньги в кассу, отозвать кредиты, продать активы на бирже. Но это еще больше усугубило ситуацию, потому что акции и так стоили мало. А когда на биржу прибежали перепуганные банкиры и начали экстренно продавать все, что можно, акции снова полетели вниз и потянули за собой стоимость активов даже надежных банков. Волна экстренного отзыва кредитов привела к волне банкротств и изыманию денег из экономики. Этот порочный круг называется кризис ликвидности. Он начал превращаться в настоящее финансовое торнадо, который грозил разрушить всю банковскую систему страны. А уж когда лопнул казавшимся солидным Bank of United States в Нью-Йорке, то капец. Паника охватила всю Америку. Это закрытие стало крупнейшим банкротством коммерческого банка в истории Америки на тот момент. Около 400 тысяч человек потеряли свои сбережения на общую сумму почти 286 миллионов долларов. Но настоящие потери были гораздо серьезнее, чем сухие цифры. Закрытие банка стало символом того, как сильно могут влиять психологические факторы на доверие к банковской системе. Само название банка сбивало с толку многих людей как в стране, так и за ее пределами. Ну типа Банк Соединенных Штатов. Солидно же. Оно создавало впечатление, что банк имеет какое-то официальное отношение к государству. И раз рухнул он, значит сейчас рухнет все. На самом деле, конечно, никакого отношения к государству он не имел, кроме названия.
Этот банк обслуживал в основном еврейских иммигрантов Нью-Йорка, и все. Это только один момент. Второй, более комплексный – ФРС. По идее, могла этот банк спасти, но не сумела. Один банкир выразился так: это событие пошатнуло доверие к Федеральной резервной системе больше, чем любое другое за последние годы. Когда это доверие рухнуло, банки начали отчаянно защищать себя, мало заботясь о здоровье всей системы. Но, как выяснилось, финансовое дно, которого все так боялись, было еще не финалом. Ведь потом снизу постучали. Банковская паника конца 1930 года всего лишь открыла люк в бездну, ведущую к еще большей депрессии. В тот критический момент банкам остро не хватало наличных денег, чтобы удовлетворить требования клиентов. Ирония в том, что попытки банков сохранить ликвидность только усугубляли ситуацию. Денег в системе становилось все меньше, кредиты становились все жестче, и это постепенно привело к полному коллапсу. Продавая ценные бумаги и кредиты другим банкам, мафии и коллекторам, чтобы расплатиться с вкладчиками, они только понижали цены, что усложняло должникам возможность вернуть деньги. Жесткие меры кредитования в период стремительной дефляции только туже затягивали петлю на шее и без того задыхающейся экономики. Изобретательных решений остановить панику не находил почти никто. Я встретил только один необычный случай. В штате Юта один владелец небольшого банка умудрился пережить самые черные дни очень простым и элегантным решением. Он велел своим кассирам медленно работать, выдавать вклады мелкими купюрами и долго их пересчитывать. До начала 1931 года казалось, что Великая депрессия была проблемой, которая родилась исключительно в США. Проблемы в сельском хозяйстве, падение продаж автомобилей и жилья, безудержные махинации на Уолл-стрит и внезапное исчезновение активов после биржевого краха. Плюс к этому слабая банковская система – этого более чем достаточно. Но Герберт Гувер считал, что значительная доля ответственности за Великую депрессию лежит на Европе. Весной 1931 года Гувер начал утверждать, что главные причины бедствий пришли из-за границы. Становилось все более очевидным, что эта депрессия не просто очередной экономический спад, а нечто намного большее – исторический переломный момент. И у такого беспрецедентного события должны быть особые причины. Гувер нашел их в том, что считал самым значимым событием века – в Первой мировой войне. Давайте попробуем на пару минут покинуть Америку и оценить, прав был Гувер или нет. История действительно подтверждает этот взгляд. Война создала условия для будущей катастрофы, в том числе и из-за огромных репараций, наложенных на Германию. Потому что они ослабили не только Германию, но и всю европейскую экономику, и как следствие открыло путь Гитлеру к власти. В сентябре 1930 года нацистская партия использовала недовольство репарациями и добилась серьезных успехов на выборах. Это стало началом цепной реакции, которая в конечном итоге дошла даже до США. Гувер позже отметил, что американцам пришлось узнать об экономической взаимозависимости нации на горьком опыте, когда эта беда постучалась в двери каждого дома. Гитлер активно набирал политические очки, критикуя слабую экономику Германии. Чтобы лишить его этого козыря, канцлер Брюнинг в марте 1931 года предложил создать таможенный союз с Австрией. Но тут вмешалась Франция. Она решила, что это первый этап аннексии Австрии Германии, что было прямо запрещено Версальским договором. Франция могла начать давить на австрийские банки, чтобы сорвать создание таможенного союза. И это вызвало панику в Вене. В мае вкладчики атаковали крупнейший австрийский банк, который, сюрприз-сюрприз, был вынужден закрыться. Потом паника перекинулась и на Германию, а затем и на соседние страны. В центре этой цепочки событий была сложная проблема международных долгов и репараций, которые остались после Первой мировой войны. Американские частные банки активно кредитовали Германию в 1920-х годах. Германия полагалась на эти кредиты, чтобы выплачивать репарации Британии и Франции, которые, в свою очередь, использовали эти деньги для погашения своих долгов перед США.
Одним из возможных способов уменьшить давление на Германию и Австрию было бы отказаться от этих долгов или хотя бы приостановить выплаты. Соединенные Штаты могли бы подать пример. В смысле, Америке Германия не была ничего должна. Американцы отказались от немецких репараций, но им должны были союзники Англия и Франция, около 10 миллиардов долларов. Если бы Америка простила эти долги, а французы с англичанами простили репарации Германии, то вся история могла бы пойти по-другому. От этого экономикам всех стран стало бы намного легче. Но администрации президентов-республиканцев в 1920-х годах отказывались признать связь между немецкими репарациями и долгами союзников перед США. Любые попытки сократить эти долги воспринимались в Америке как попытка переложить военные расходы с европейцев на американцев. После войны разочарование в политике демократа и кота Леопольда Вильсона росло, и американцы не хотели брать на себя дополнительные расходы. Это мнение усиливалось и из-за позиции Уолл-стрит. В смысле, брокеры и финансисты тоже выступали за списание европейских долгов. Но политики-популисты видели в этом желание сраных богатеев защитить свои частные инвестиции в ущерб американским налогоплательщикам. Поэтому требование полной выплаты военных долгов стало не просто финансовым вопросом, но и политическим. Оно отражало неприязнь к Европе, сожаление о вмешательстве в войну и решимость Америки не поддаваться влиянию международных финансистов. Принципы оказались важнее рациональности. Это настроение пронизывало почти все слои общества: бережливое, изоляционистское, антиевропейское, анти-Уолл-стритное. Чтобы понять, насколько все было серьезно, нужно оценить, какое политическое мужество требовалось Гуверу, чтобы в 1931 году предложить всем странам ввести однолетний мораторий на все межправительственные платежи, репарации и долги. Хотя Конгресс в конечном итоге одобрил это предложение, Гувер подвергся жесткой критике. Один из конгрессменов-республиканцев назвал его восточным властителем, опьяненным властью, агентом Германии. Другой сенатор начал называть его англичанином в Белом доме. Ну и как вам? И это были цитаты республиканцев. То есть людей из одной партии с Гувером. Представьте тогда, что говорили демократы. Лидер большинства высказался так. Я не могу не подозревать, что этот мораторий – предвестник того, что нам не вернут остальные долги. То есть, по сути, правильное и рациональное действие Гувера встречало тупое сопротивление буквально со всех сторон. Мораторий на межправительственные выплаты по долгам должен был дать немецким банкам нужную передышку. Гувер также договорился о заморозке, где частные банки пообещали не требовать выплаты немецких долгов. Эти шаги были нацелены на то, чтобы успокоить финансовый хаос в Германии и защитить американскую финансовую систему от его последствий. Эти меры были сильными и решительными, но, как позже заметил сам Гувер, они дали лишь временную паузу, потому что более мощные силы кризиса начали, как волки, разрывать финансовую стабильность еще одной страны, на этот раз Британии. Несмотря на усилия Гувера, страхи стали распространяться по миру, словно ртуть, просачиваясь в финансовую систему. Не помогало делу и святая вера во всесильность золотого стандарта. Золотой стандарт, который объединял мировую экономику, теоретически гарантировал, что экономическое колебание в одной стране будут передаваться другим. Предполагалось, что эта передача должна смягчать кризисы и сохранять мировую систему в равновесии. В хорошую экономическую погоду считалось, что золотой стандарт работает как своего рода мягкий насос, который поддерживает цены и процентные ставки стабильными или меняет их в узких пределах по всей мировой торговой системе. Ну то есть экономики могут расти и падать, но стоимость денег будет стабильна и плюс-минус одинакова. Однако, в плохую экономическую погоду 1931 года огромные всплески, исходящие из национальных экономических кризисов в Австрии и Германии, угрожали затопить другие страны. И международная водопроводная система сломалась. Золото стало бесконтрольно перемещаться туда-сюда. Гувер сравнил эти панические движения золота с оторванной пушкой на палубе корабля в бушующем море. В смысле, непонятно, когда она выстрелит и в кого попадет.
А что там в Англии случилось-то? А то, что там забили на попытки Черчилля вернуть золотой стандарт и окончательно от него отказались. Не без причины. Вообще суть живой экономики — это чтоб там были деньги. А если ваши деньги привязаны к золоту, то они начинают регулироваться неэкономическими причинами. В смысле, всю вашу экономику можно грохнуть, если лишить ее золотых запасов. Даже если при этом все остальное работало нормально. Примерно то же самое случилось с Англией в 1931 году. Как только там начался собственный кризис, то европейские банкиры стали изымать свои капиталы. Потом к этому делу подключилась Франция, чтобы надавить на Лондон и заставить его выступить против таможенного союза между Германией и Австрией. Из Англии стали утекать тонны золота. В итоге ее экономика скукожилась. И чтобы ее хоть как-то сохранить, правительство приняло решение отказаться от золотого стандарта и ввести плавающий курс фунта. Ну, решение вроде хорошее, но тогда большинство наблюдателей, включая Гувера, считали отказ Великобритании от золотого стандарта полной катастрофой. Гувер сравнил британскую ситуацию с положением банка-банкрота, который столкнулся с требованием вкладчиков, но не мог превратить свои активы в наличные и вынужден был запереть свои двери. В смысле, он реально считал необеспеченные золотом деньги бесполезными, ничего не стоящими бумажками. Заморозка долгов и отказ Британии от золота привели к замораживанию огромного объема мировых финансовых активов. Все, что зависело от австрийских, немецких или британских банков, исчезло. Соединенные Штаты сами ухудшили ситуацию, когда ввели высокие тарифные барьеры и ограничили отток капитала после краха на Уолл-стрит. Мировая финансовая система застыла, а международная экономика замедлилась до арктической тишины. Германия вскоре объявила политику национальной самодостаточности, а Великобритания изолировала свою империю от остального мира. В результате объем мирового бизнеса сократился с 36 миллиардов долларов в 1929 году до примерно 12 миллиардов долларов к 1932 году. Это чтобы вы понимали, что Великая депрессия — это не только про США. В это время США уже переживали серию банковских крахов, которые потрясли страну в последние недели 1930 года. Затем американские банки потеряли еще 1,5 миллиарда долларов, которые они держали в немецких и австрийских облигациях, и которые практически обесценились. Но еще хуже было то, что страх быстро распространился за пределы Европы и достиг США. Иностранные инвесторы начали массово выводить золото и капитал из американской банковской системы. Это, кстати, еще один прикол. С одной стороны, Гувер и его советники яростно критиковали Англию за отказ от золотого стандарта. Но когда они сами оказались в такой же ситуации, то и в США золотой стандарт пошел к черту. Правда, отменил его в итоге Рузвельт, а не Гувер. Но там буквально пару лет разницы. Короче, после банковской паники 30-го года случилась банковская паника 31-го. Уже однажды пострадавшие вкладчики снова бросились снимать деньги с удвоенной силой. Этот кризис затмил панику конца 1930 года и подготовил почву для полномасштабной катастрофы, которая разразилась в 1931 году. В течение 1 месяца после отказа Британии от золотого стандарта обанкротились 522 американских банка. К концу года свои операции приостановили уже 2300 банков. Абсолютный рекорд для США. Американские банки теперь обильно истекали кровью из двух ран. Одна была нанесена внутренними набегами клиентов, а другая — зарубежным изъятием капитала. К сожалению для американцев, правила игры золотого стандарта, как их понимал Гувер, говорили, что проблема утечки золота из страны важнее всего остального. Золото утекало. В экономике становилось все меньше денег, и они дорожали, а вместе с этим продолжали падать цены. Как это пытались остановить? С точки зрения теории золотого стандарта правильно, но с точки зрения реальности по-извращенски. ФРС подняли ставку. И это в тот момент, когда банковская система помирала от недостатка денег. Но Федеральный резерв действовал жестко. Нужно всеми силами остановить отток золота. А уж потом думать об остальных проблемах. Итог оказался печальным. Это был последний гвоздь в крышку гроба американской банковской системы. К 1931 году Джон Кейнс уже почти десятилетие пытался разработать теорию национального и международного денежного управления, которая не зависела бы от золота, но его идеи на этом этапе еще не были полностью сформированы. Его великий труд «Общая теория занятости, процента и денег»
появилось только в 1936 году. В то время его взгляды мало кого интересовали, как среди экономистов, так и среди государственных деятелей. А все мейнстримные экономисты исходили из одного правила – нужно больше золота. После ухода Британии от золотого стандарта и возобновления набегов на банки во второй половине 1931 года, Гувер изменил свои взгляды и решил добиваться повышения налогов. Он представил в Конгресс так называемый закон о доходах. Это решение было вызвано угрозой огромного дефицита бюджета, который выходил за рамки всех известных прецедентов. Федеральный бюджет 1932 года оказался в минусе почти на $3 миллиарда. Самый крупный дефицит мирного времени в истории США на тот момент. И это тоже был еще один косяк политики золотого стандарта, что при любых условиях нельзя допускать дефицита бюджета. Так что и за это Гуверу тоже досталось. Иронично, что эту тему педалировал в своей предвыборной программе Рузвельт. Типа, ах, какой Гувер негодяй, допустил невиданную вещь. Федеральные власти тратят больше, чем зарабатывают. Что тут ироничного? А то, что сам Рузвельт, когда станет президентом, начнет наращивать дефицит бюджета в космических масштабах, причем специально. Опять же, проблему можно было решить не повышением налогов, а закидыванием денег в экономику. Но у ФРС оказались дела поважнее. Так что получилось, как получилось. Проблемы это все равно не решило. Шла третья зима Великой депрессии. В сельской местности царили уныние и запустение. Урожаи гнили прямо на полях, а животные умирали от истощения. Можно спросить, а где же этот знаменитый Гуверовский фермерский совет, который должен был поддерживать фермеров? А все, нет его. Он изначально не был рассчитан на такой масштабный кризис, поэтому денежки там тю-тю. Давайте я вам попытаюсь сейчас общую атмосферу передать. В городах и маленьких поселках по всей стране изможденные люди в потрепанных пальто с воротниками, поднятыми от холодного ветра, затыкали дыры в ботинках газетами и угрюмо выстраивались в очередь за скромными подачками в столовых для бездомных. Десятки тысяч уволенных рабочих покидали свои дома и отправлялись в путь, поднимая большие пальцы в надежде поймать попутку. Они ютятся в товарных вагонах, когда направляются на юг, север или восток, куда бы ни привели шоссе и железные дороги, в поисках хоть какой-то работы. Те, кто оставался на месте, пытались выжить у родственников, брали продукты в долг в магазинах на углу, чинили старые плащи и рубашки, перешивали носки, цепляясь за остатки надежды среди руин своих мечтаний. Гувер утверждал, что никто не голодает, но в Нью-Йорке школьные чиновники сообщили о 20 тысячах недоедающих детей в 1932 году, тогда как в садах Орегона яблоки падали на землю без покупателей. Картина удивительная. Бедность и голод среди изобилия. Она вызывала недоумение и гнев. Огромные горы нераспроданной пшеницы лежали мертвым грузом в полях, в то время как в Сиэтле, Чикаго, Нью-Йорке и других городах мужчины и женщины пробирались по ночам через сырые переулки, выискивая остатки еды в мусорных баках. Голода прям такого, чтобы люди массово умирали, не было. Но действительно было много тех, кто не доедал. Как так вышло? Да все из-за тех же низких цен на продовольствие, из-за недостатка денег в экономике. Они были настолько низкими, что фермерам не было никакого смысла собирать и продавать урожай. Они бы никогда в жизни не окупили собственные затраты. К началу 1932 года более 10 миллионов человек остались без работы. Это почти 20% всей рабочей силы в Америке. А в крупных промышленных городах типа Чикаго и Детройта уровень безработицы достигал 50%. Неудивительно, что в таких условиях именно они стали центром новых преступных группировок. General Motors уволила 100 тысяч рабочих, 70% всех своих служащих. Они без дела слонялись по улицам автомобильной столицы и не знали, чем заняться. Особенно сильно пострадали чернокожие рабочие, которых традиционно нанимали последними и увольняли первыми. В Чикаго чернокожие составляли 4% населения, но среди безработных их было 16%. В Питтсбурге ситуация была еще хуже. Из 8% населения не работала почти половина. Казалось бы, что должно произойти в таких условиях? Ну, я как бы ни на что не намекаю, но если посмотреть на большинство европейских стран того времени, то там чуть что не так. Быстро разгоралась какая-нибудь революция. Но в Америке таких настроений почему-то не было даже близко. Тех, кто видел Великую депрессию своими глазами,
озадачивала пассивность американского народа, его покорной судьбе, когда он попал в жернова кризиса. Нет живительного дыхания народного энтузиазма или народного негодования. Вот цитата американского историка Джонсона, который сам пережил Великую депрессию. В сознании среднего американца 1931 год был годом Великой депрессии, потому что именно в последние 12 месяцев она действительно повлияла на нас, простых людей. А не на международных банкиров, не на финансистов любого рода, не на великих руководителей и не на изгоев, которые хронически находятся на грани безработицы во все годы. Джонсон признавал, что американцы начали бояться только сейчас. Но этот страх соседствовал с ощущением, что это все ненадолго, что никто ни на минуту не верил, что тяжелые времена будут продолжаться еще 6 лет. 1931 год был тяжелым, но он не видел штыков, не слышал стрельбы на улицах, не давал никаких намеков на распуск Сената. Революционеры не приобрели в этой стране последователей, достойных упоминания. Не, конечно, были те, кто хотел революции. ФБР вообще на страхе перед красными набрали популярности больше, чем на борьбе с грабителями банков. Но никакой реальной угрозы бунтов и мятежей не было. А тем временем, пока Гувер терял последнюю популярность в попытках справиться с кризисом, на политической арене восходила новая звезда – губернатор Нью-Йорка Франклин Рузвельт, демократ и сторонник более активного участия государства в жизни граждан. Уже в 30-м году, когда кризис только набирал обороты, Рузвельт выступал за государственное страхование по безработице и пенсии. В 1931 году он добился создания так называемой Временной администрации чрезвычайной помощи Нью-Йорка, которая была первоначально рассчитана всего на 7 месяцев и получила финансирование в размере $20 миллионов. Само название и краткий срок действия отражали те опасения, которые сохранялись в американской культуре, что кризис ненадолго и что помощь нужно оказывать временно, чтобы не создать класс профессиональных безработных, которые специально будут сидеть на пособиях. Главное отличие от этого комитета было в его позиционировании. Рузвельт не подавал его как благотворительность. Раздачу пособий он не воспринимал как милостыню. Наоборот, это, по его мнению, было выполнение общественного долга. В речах он подчеркивал, что государство принимает на себя эту задачу с радостью, так как верит, что поможет восстановить тесные связи с народом, которые необходимы для сохранения демократической формы правления. Звучит пафосно, но за этими словами скрывалась реальная перемена в отношениях государства и граждан. А старый взгляд на примере популярности Гувера уходил в прошлое. Как бы он ни пытался справиться с Великой депрессией, ничего не получалось. Последние усилия не приносили ему ни политического спасения, ни славы. Карикатуристы все чаще изображали его в образе мрачного и бессердечного мудака, который из-за своей приверженности устаревшим идеям обрекает людей на безработицу и голод. Стараниями демократов Гувера стали считать чуть ли не главным виновником кризиса. Великую депрессию тогда еще великой никто не называл, зато называли депрессией Гувера. Народ добавлял сюда свои собственные ругательства. Трущобы, построенные из рубероида и картона, начали называть Гувер-виллями, а вывернутые пустые карманы брюк – флагами Гувера. Гувер становился все более изолированным как в политическом, так и в личном плане. Депрессия изменила Гувера физически и психологически. Он перестал быть тем уверенным в себе и опрятным человеком, каким был раньше. Его вид и настроение ухудшились, а его привычный спокойный настрой заменили горечь и раздражение. Он не был похож на того Гувера, которого все знали. Его волосы были взъерошены. Он почти сгорбился за своим столом, проклиная политиков и иностранные правительства, с использованием таких слов, которые он, видимо, выучил в своей шахтерской молодости. Одним из самых разрушительных политических шагов для Гувера стало изгнание так называемой бонусной армии из Вашингтона в июле 1932 года. Тысячи безработных ветеранов Первой мировой войны собрались в столице еще весной. Они требовали досрочной денежной выплаты за военную службу, которую им обещали выплатить в 1945-м. Когда Сенат отказался принять законопроект о бонусе, многие ветераны разъехались по домам, но несколько тысяч остались. 28 июля, когда полиция округа Колумбия попыталась выселить их из здания в городе, вспыхнул бунт, в результате которого 2 ветеранов застрелили. Власти округа обратились за помощью к Гуверу, и он вызвал федеральные войска.
Ближе к вечеру кавалерия с саблями наголо в сопровождении танков и пехоты окончательно разогнала ветеранов. На этом все должно было закончиться. Но генерал, который командовал операцией, решил, что надо довести все до конца. По первоначальному плану он должен был просто отогнать бастующих ветеранов в их палаточный лагерь. Но тот на этом не успокоился, закидал лагерь слезоточивым газом, а потом сжег там все палатки и хижины. Но что с этим эпизодом, что без него, Гувера вряд ли избрали бы на второй срок. К тому времени, когда посетители Белого дома видели президента, он казался преждевременно постаревшим. Его день начинался в 6 утра и заканчивался почти в полночь, без перерыва. Одежда была растрепанной, волосы взъерошены, глаза налиты кровью, а лицо приобрело пепельный оттенок. Гувер становился все более вспыльчивым и хрупким. Гувер по натуре застенчивый и склонный к самозащите, никогда не подходил для политической арены, где критика и оскорбления были повседневной нормой. Еще в 1919 году он признавался, что у него нет умственного настроя или манер политика, и прежде всего он слишком чувствителен к политической грязи. К осени 1932 года он потерял всякий интерес к предвыборной агитации. Начал кампанию только в октябре, и казалось, что делал это скорее ради галочки, чем ради избирателей. Всего 4 года назад он одержал одну из самых убедительных побед в истории президентских выборов, а теперь потерпел сокрушительное поражение. Правда, он вряд ли расстроился. Великий инженер, некогда самый уважаемый американец, стал самой ненавидимой и презираемой фигурой в стране. Все глаза и надежды теперь были обращены на его преемника, Франклина Делано Рузвельта. Что ж, вот и пришло время посмотреть на человека, чье имя связывают с выходом из Великой депрессии. Единственный президент, который выигрывал выборы 4 раза. Гувер привнес в Белый дом точность и деловую хватку. Рузвельт, напротив, был прирожденным политиком. Гувер впечатлял гостей своим глубоким пониманием и знанием американского бизнеса. Его секретарь вспоминал: у него был математический ум. Пусть в его кабинет зайдут банковские служащие, и он легко перечислит количество банков в стране, опишет их активы и обязательства, расскажет о финансовых тенденциях и вникнет в ликвидность каждого учреждения. Все по памяти. А Рузвельт поражал гостей другим. Он мог попросить кого-то провести линию на карте США, а потом рассказать анекдоты про каждый штат, через который прошла линия. Если Гувер держался сдержанно и не пытался использовать привилегии президента, то Рузвельт, напротив, смаковал каждую его деталь. Гувер занял свою первую выборную должность сразу в Белом доме. Рузвельт же был профессиональным политиком всю жизнь. Он годами готовил свой путь в Белый дом. Через законодательный орган Нью-Йорка и должность помощника секретаря военно-морского флота до кресла губернатора в Орбане. В 1920 года он уже был кандидатом на пост вице-президента, когда Демократическая партия с треском проиграла. В следующем году он отдыхал в летнем поместье своей семьи в Канаде, когда внезапно заболел полиомиелитом. Ему было всего 39 лет. Он больше никогда не мог стоять без тяжелых стальных скоб на ногах. Благодаря невероятным усилиям и силе воли он научился как бы ходить по несколько шагов в день. Но по большей части он не вставал с инвалидного кресла, хотя его инвалидность не была секретом. Он никогда о ней специально не говорил и не позволял фотографировать себя в инвалидном кресле. Длительная борьба Рузвельта с болезнью изменила его и физически, и духовно. В юности он был спортивным и стройным, но из-за вынужденной малоподвижности его верхняя часть тела стала более, массивной. Он развил мощный торс и сильные мускулистые руки, как у борца. Часто с гордостью говорил гостям, что его бицепсы больше, чем у знаменитого боксера Джека Демпси. Как многие инвалиды, он выработал в себе талант к отрицанию болезни, своеобразный показушный оптимизм, который помогал ему не зацикливаться на жизненных трудностях. Этот талант иногда приводил к двуличию. В других ситуациях он придавал Рузвельту ауру неукротимости и уверенности. И это превращало банальные фразы по типу «все, чего нам следует бояться, это сам страх» во вдохновляющие призывы. Знакомые Рузвельта вообще считали, что именно болезнь и инвалидность смогли сделать из него true политика. Только тогда из поверхностного и надменного чувака появился целеустремленный лидер.
А еще, как ни странно, болезнь открыла перед ним карьерные перспективы. Пока он болел и не участвовал в политике, то оставался единственным демократом с сильной репутацией, которую не омрачали разногласия и бесконечные поражения на выборах в 20-х годах. Рузвельт сумел превратить вынужденное бездействие в актив. Работая в небольшом офисе в Нью-Йорке, он проводил время в написании бесконечных писем. А его публичным представителем стала жена Элеонора. Для нее тоже болезнь мужа стала переломным моментом. Хотя ее жизнь и раньше была полна страданий. В 8 лет она потеряла мать, а через 2 года умерли ее младший брат и отец. Оставшийся в живых брат был хроническим алкоголиком, как и еще несколько родственников. Чтобы защититься от пьяных ночных вторжений, Элеонора запирала дверь спальни на 3 замка. Замужество с Рузвельтом, казалось, должно было вытащить ее из этого потока, но через несколько лет она узнала, что муж ей изменяет с ее же собственной секретаршей. Когда Франклин заболел полиомиелитом, ее страдания усилились еще больше. Но несмотря на все это, ее жизнь до этого времени мало отличалась от жизни привилегированных светских женщин, среди которых она выросла. Я имею в виду, что она была, туповата и легкомысленна. Во время медового месяца в Европе в 1905 году она не смогла ответить на простой вопрос о структуре американского правительства. Она не проявляла интереса к дебатам по поводу избирательного права женщин. Элеонора вела размеренную жизнь в окружении больших домов, роскошных развлечений и путешествий. Ее взгляды были обычными, а переписка наполнена примерами того, что ее биограф называл легкомысленным высокомерием и откровенным расизмом. Но после болезни Франклина Элеонора превратилась из обычной светской дамы в независимую женщину и публичную фигуру. Она начала работать учителем в школе в Нью-Йорке. Выступала с речами, писала статьи для журналов, защищала права женщин и выступала против расовой сегрегации на юге. В 1924 году она возглавила женский комитет на Демократическом национальном съезде. В то же время она неустанно поддерживала политическую карьеру Рузвельта. Демократическая партия в 1920-х годах оставалась сильно разделенной. С одной стороны, у нее было городское северо-восточное крыло с католиками и противниками сухого закона. С другой стороны, сельское, южное и западное крыло с протестантами и сторонниками сухого закона. Ни одна из этих фракций не могла собрать большинство голосов на выборах, но каждая обладала достаточным влиянием, чтобы помешать другой одержать победу. Они то и дело ставили друг другу палки в колеса, пока республиканцы спокойно почивали на лаврах. И выборные катастрофы в 1920, 24 и 28 годах ярко показали слабости демократов и необходимость как-то объединить два крыла, если они хотели победить на президентских выборах. Рузвельт оказался мастером в этом деле. На посту губернатора Нью-Йорка он сумел объединить рабочий класс иммигрантов и сложил их в единую силу с консервативными антигородскими фермерами с севера штата. И выиграл. Рузвельт понимал, что даже если демократическая партия объединится, победить на президентских выборах будет сложно, пока республиканцы остаются сильными. Он говорил своим товарищам-демократам, что настоящий успех их партии возможен только тогда, когда республиканцы приведут страну к серьезному экономическому кризису и массовой безработице. Рузвельт сидел и ждал своего часа на протяжении большей части 20-х годов. Он не думал, что такая возможность появится в ближайшее время. Его план был прост – восстановить свое здоровье, затем баллотироваться на пост губернатора Нью-Йорка в 1932 году, а может быть и на пост президента в 1936 году. Но его попросили побороться за пост губернатора на 4 года раньше. Рузвельт одержал убедительную победу в то же самое время, когда его партия опять с треском проиграла президентские выборы. По сути, демократической партии в 1928 году было похвастаться нечем, кроме этой единственной победы Рузвельта, и она автоматически превратила его в одного из главных кандидатов на будущих выборах 1932 года. Ну а когда началась Великая депрессия, стало ясно, что въезд в Белый дом Рузвельту практически обеспечен. Как тут не вспомнить шутку из «Игры престолов»? Хаос — это не дыра. Хаос — это лестница. У Рузвельта был принципиально другой взгляд на Великую депрессию. Он считал, что мировые проблемы были вызваны страхом перемен с одной стороны и жаждой революции с другой. Он считал, что бездействие и апатия, проявляемые в правительстве, науке, промышленности и искусстве,
являются главными врагами прогресса. Непримиримая приверженность государству и острая восприимчивость к переменам лучше всего характеризовали личность нового президента. Но они же послужили обвинением в том, что в Рузвельте было больше личности, чем характера, больше обаяния, чем сути. Журналист Уолтер Липман после многих бесед с Рузвельтом заключил, что он был всего лишь приятным человеком, без глубокого понимания государственных дел и твердых убеждений. В своей колонке в январе 1932 года Липман написал, что Рузвельт – это человек, стремящийся угодить, но без серьезных квалификаций для президентства. Он не был крестоносцем, народным трибуном или врагом укоренившихся привилегий. Рузвельт был лишь человеком, который, не имея особых достоинств, очень хотел стать президентом. Другие отмечали, что мышление Рузвельта не отличалось ни точностью, ни упорядоченностью. Однажды его советник и спичрайтер был поражен, когда Рузвельт попросил его сплести вместе два абсолютно противоположных по смыслу законопроекта. Экс-президент Гувер заметил, что Рузвельт был таким же изменчивым, как хамелеон. И он стал повелителем Белого дома в очень тяжелый период. В марте 1933 года американская банковская система полностью рухнула. Мировая экономика погрузилась еще глубже в пропасть депрессии. Мир становился все более опасным. Адольф Гитлер стал канцлером Германии на фоне массовой безработицы, которая привела миллионы немецких граждан в отчаяние. Япония, стремившаяся к расширению, отбросила все дипломатические ограничения и официально объявила о своем намерении выйти из Лиги наций. Острая проблема долгов Первой мировой войны, временно ослабленная мораторием Гувера, снова вызвала беспокойство. Эти нарастающие угрозы политического насилия, войны и глобальной экономической нестабильности предвещали мрачное будущее на оставшуюся часть десятилетия и, возможно, далее. Почти сразу после победы Рузвельт обнаруживает среди своей почты необычное письмо. 10 страниц рукописного текста от его проигравшего оппонента, действующего президента Гувера. Само по себе это было чем-то невероятным. Гувер пригласил своего коллегу на ужин с тем, чтобы обсудить важные государственные проблемы, которые тому придется решать на своем посту. В частности, Гувер настаивал, что Рузвельту придется продвигать проект списания долгов европейским странам. Выглядит как мудрый шаг человека, умеющего достойно проигрывать. Но для Рузвельта тут была и ловушка с далеко идущими политическими последствиями. Вопрос долгов был настоящей проблемой американской политики. Любое прикосновение к нему означало, что ты приклеиваешься к нерешаемой проблеме, которая десятилетиями вызывала трудности и рушила карьеры. Большинство экономистов и финансовое сообщество Уолл-стрит, а также практически все европейцы выступали за полное аннулирование военных долгов. Однако Конгресс и большинство американцев продолжали считать долги незыблемыми финансовыми и моральными обязательствами Европы перед США. Они служили напоминанием, что европейцы не могут рассчитывать на финансирование еще одной войны за счет Америки. Государственный секретарь Стимсон отметил в своем дневнике: каждый конгрессмен возмущенно выступает в газетах против любой уступки, связанной с долгами. Опять же, ирония состоит в том, что во многом именно эта упертость и привела Европу к новой войне. Гувер не предлагал Рузвельту напрямую списать все кредиты, а призывал, скажем так, проявлять гибкость, чтобы вопрос долгов можно было использовать как инструмент давления. Кроме того, Гувер пытался убедить своего преемника, что причины Великой депрессии надо искать за границей, что политические лозунги — это политические лозунги. Типа, ну да, вы меня критиковали, чтобы набрать классы, но реальность от этого не поменяется. Вы ж не собираетесь всерьез отказаться от золотого стандарта и спасать экономику США отдельно от всего мира, правда ведь? Ну, у Рузвельта на этот счет были свои планы. Точнее, на момент избрания никакого четкого плана еще не было, но когда он появится, то подтвердит все худшие опасения Гувера. Тем не менее, в 1932 году Рузвельт все-таки пришел на ужин. Он внимательно выслушал Гувера и вежливо покивал. Но у того сложилось впечатление, что он из его речей ничего не понял. Рузвельт вообще был известен своим нежеланием спорить. Он избегал прямых конфликтов, и это привело к странным административным привычкам. Например, он редко кого-то увольнял, часто поручал один проект людям с разными взглядами. Никто из них не знал, что делают другие.
Один из его помощников с раздражением вспоминал, что во время разговора Рузвельт постоянно на все предложения говорил «хорошо, хорошо, хорошо». Но когда к нему на следующий день приходил другой помощник с прямо противоположными предложениями, он и ему говорил «хорошо, хорошо, хорошо». Такое ощущение, что Рузвельт говорил «хорошо» всем. Тем не менее, он оказался в уникальной ситуации, которая позволила провести в Америке самые масштабные реформы за всю предыдущую историю. То, что назовут новым курсом. Он изменит ландшафт американской политики навсегда. Депрессия опустошила нацию. Когда Рузвельт принял присягу 4 марта 1933 года, то первым делом ввел банковские каникулы. В смысле, закрыл все банки на неопределенный срок, чтобы успокоить вкладчиков. Не знаю уж, сильно ли они успокоились, когда потеряли доступ к своим деньгам. Но по сути мера была правильная. Чуть позже о ней расскажу еще. Фермеры продолжали разоряться. Их доходы упали на 50% с 29 года. Хотя уже тогда они получали копейки. За последние 3 года банки конфисковали почти 850 тысяч ипотечных кредитов. Это значит, что почти 850 тысяч человек лишились домов. Политики и бизнесмены боялись революции и анархии. Миллионер Джозеф Кеннеди-старший писал, что тогда был готов расстаться с половиной своего состояния, чтобы сохранить другую половину в безопасности. Так начался новый курс. Это название придумал советник Рузвельта, когда использовал его в газете за несколько дней до речи президента, когда пытался объяснить суть его экономических взглядов. Спичрайтер зацепился за это название и добавил его в речь президента в последнюю минуту. По всей стране мужчины и женщины, забытые правительством, обращаются к нам за руководством и более справедливым распределением национального богатства. Я обещаю новый курс для американского народа. Это больше, чем политическая кампания. Это призыв к оружию. Рузвельт вступил в должность с огромным политическим капиталом. Американцы всех убеждений требовали немедленных действий. Рузвельт ответил серией новых программ в первые 100 дней своего президентства. В этот период он встречался с Конгрессом почти каждый день, и они приняли почти все его предложения, включая создание федеральной корпорации по страхованию депозитов. С тех пор началась традиция оценивать успешность или неуспешность президента после его первых 100 дней. Команда Рузвельта пригласила журналистку Лорену Хикок, чтобы дать ей необычное задание – вместо цифр и статистики собрать эмоции настоящих людей. Что я хочу, чтобы ты проехала по стране и посмотрела, что происходит. Мне не нужны твои отчеты, как от социального работника, и не нужна сухая статистика. Я хочу твою искреннюю реакцию, как обычного человека. Пообщайся с проповедниками, учителями, бизнесменами, рабочими, фермерами. Поговори с безработными, с теми, кто получает помощь, и с теми, кто ее не получает. И помни, что каждый из нас мог бы оказаться на их месте. Расскажи мне, что ты увидишь и услышишь. Все без фильтров. Депрессия уже шла 4-й год. Миллионы людей по всей стране тонули в отчаянии и смотрели на Вашингтон с робкой надеждой. Они все еще пытались понять природу бедствия, которое обрушилось на них. Потоки данных стекались на стол Федеральное управление чрезвычайной помощи, показывая цифры. Но нужно было больше. Почувствовать человеческую сторону катастрофы. Понять, как ощущается страх и голод. Лорена Хикок, которой в 1933-м стукнуло 40 лет, тоже прошла через тяжелое детство на суровых северных равнинах и стала почти лучшим репортером в стране. Это она сама себя так назвала. Коллеги описывали ее как крупную, шумную и непочтительную женщину, которая не уступала мужчинам ни в курении, ни в игре в покер, ни в написании статей. Ее карьера началась в Милуоке, довольно средней газетенке, а затем привела в Нью-Йорк, где в 1928 году она попала в Associated Press. И не просто попала, ей доверили освещать серьезные национальные новости, редкость для женщины-журналиста того времени. В 1932 году она писала о похищении ребенка Линдбергов. Самая громкая true crime история этого периода. А позже она получила задание, изменившее ее жизнь. Освещать деятельность Элеоноры Рузвельт во время президентской кампании. Хикок не ограничилась ролью журналиста. Она сблизилась с Элеонорой и нарушила правила журналистской объективности.
стала согласовывать свои тексты с самой Элеонорой перед публикацией. К концу кампании Хикок перестала быть просто репортером и превратилась в пресс-агента Элеоноры и ее близкого друга. В июне 1933 года Хикок покинула Associated Press и провела месяц в автомобильном путешествии по Новой Англии и Восточной Канаде в компании с женой президента. Затем она приступила к своему заданию – брать интервью у простых людей, домохозяек, рабочих, фермеров и администраторов по оказанию помощи. Ночами она печатала свои впечатления на портативной машинке в гостиничных номерах. Ее отчеты начали поступать в офис в Вашингтоне из угольных районов Пенсильвании и Западной Вирджинии. Потом из деревень Новой Англии, с пшеничных полей Северной Дакоты. Они продолжали поступать еще почти 2 года из Джорджии, Каролин, Алабамы и Техаса. С ранчо, шахт, фруктовых садов и городов Дальнего Запада Хикок смотрела на мир глазами опытного репортера, писала в приземленном несентиментальном стиле, который сочетал холодный реализм с теплым сочувствием. В декабре 1933 года восхищенная Элеонора написала ей: «Ваши отчеты станут лучшей историей депрессии для будущих поколений». Безработица и снижение заработной платы стали самыми явными и болезненными последствиями депрессии. По данным правительства, в 1933 году без работы оставалось 25% трудоспособного населения, около 30 миллионов человек, включая почти 400 тысяч женщин. Большинство из них были главами семей, единственными кормильцами. Однако, несмотря на широко распространенную нищету, ее бремя не было равномерно распределено. Различия в поле, возрасте, расе, профессии и регионе могли влиять на то, как депрессия сказывалась на отдельных людях. Короче, каждая несчастная семья была несчастна по-своему. Разные люди по-разному страдали и по-разному справлялись с трудностями. Для многих американцев Великая депрессия принесла лишь немного более тяжелые времена, чем обычно. В смысле, многим было настолько хреново и бедно жить, что они как-то не особо заметили кризис. Историк Джеймс Паттерсон назвал это «старой бедностью», которая существовала в Америке задолго до начала депрессии. По его оценкам, даже в разгар процветания 1920-х годов около 40 миллионов американцев, включая практически всех небелых, большинство пожилых людей и значительную часть сельского населения, вели невыносимо трудную жизнь, о которой почти никто не знал. Эта бедность была едва заметна и практически невообразима для более обеспеченных соотечественников, которые тусили на Манхэттене и попивали коктейли в бесконечных спикизи. Таким образом, депрессия не была просто временным кризисом. Она стала эпизодом, который выявил глубоко укоренившееся структурное неравенство в американском обществе. Дальше на запад, в регионе, где встречаются Техас и Оклахома. Природа и человек в 30-е годы породила экологическую катастрофу, известную как пыльная буря. Первопроходцы, которые осмелились начать там сельское хозяйство, столкнулись с непредвиденными последствиями. Они обрабатывали землю тракторами в попытках посадить все больше и больше хлопка и пшеницы, но земля там не особо подходила для такого и быстро разрушалась. Уже в 20-е годы там проявилась серьезная эрозия почвы. А когда в 1930 году внезапно случилась засуха, земля треснула. Сухая трава хрустела под ботинками. Уже к 1934 году в некоторых районах почва была лишена воды на метр в глубину. Ветер поднял пыль в небо, создавая гигантские волны высотой до 2 километров. Они получили название «черные метели». Эти облака пыли достигли восточных городов и погрузили их в пыльную темноту. В газетах это сравнивали с последним днем Помпеи. Жить в таких условиях стало невозможно. Тысячи людей покидали свои дома и без всяких долгов по кредитам. Из Оклахомы уехало 300 тысяч человек. Они стали жертвами собственных методов ведения сельского хозяйства и жестоких природных условий. Большинство из них отправились в Калифорнию и невольно стали символом разрушений и апатии целого десятилетия. Злой брат-близнец американской мечты. Эти люди были беженцами в собственной стране. Почему именно этот образ больше всего завирусился? Потому что среди них одно время пришлось работать писателю Джону Стейнбеку, который в 1938 году издал самый известный роман о бедствиях Великой депрессии «Гроздья гнева». Экономика достигла дна в марте 1933 года. Это совпало с началом президентства Рузвельта. Потом начался медленный и устойчивый рост.
Но сколько в этом заслуги нового курса? К 1937 году экономика превзошла все показатели конца ревущих 20-х, кроме безработицы. Она все еще была высокая. Это изменится только с началом Второй мировой, когда военные заказы снова потребуют миллионы рабочих рук. Политику нового курса принято связывать с экономистом Джоном Кейнсом. Но факт в том, что сторонники нового курса не принимали его главный аргумент. Но это тот, который говорит о необходимости повышать государственные расходы, чтобы накачать экономику деньгами. Так что на самом деле в новом курсе не было какого-то одного волшебного рецепта. Там ко всем проблемам пытались найти отдельные решения. Вот, например, банки. Рузвельт одним махом закрыл их все. Не в смысле распустил или запретил, а просто перевел их в состояние вечных выходных. Банк как бы есть, но не работает. И в таком состоянии они находились до принятия нового закона. 9 марта 1933 года Рузвельт направил в Конгресс закон о чрезвычайной банковской деятельности. Он был принят и подписан в тот же день. Мощно. Но даже тут был прикол, потому что почти весь этот закон был разработан советниками Герберта Гувера. Он предусматривал систему повторного открытия так называемых надежных банков под надзором казначейства, но с гарантией федеральных кредитов в случае, если люди снова побегут забирать бабло. Пока новые правила были еще в проекте, Рузвельт направил проверяющих во все банковские отделения, чтобы проанализировать их работу. В течение следующих 3 дней после подписания закона открылись 3/4 банков Федеральной резервной системы. Новой паники не последовало, даже наоборот. В течение месяца туда вернулись миллиарды долларов в валюте и золоте. Банковская система наконец-то успокоилась. К концу 1933 года правительство закрыло 4000 местных банков и принудительно объединило их с более крупными. Изначально их состояние равнялось 3,5 миллиардам долларов. Но из этих денег вкладчики смогли вернуть себе 85%, что не так уж и плохо. Кроме того, новый закон вводил контроль за деятельностью коммерческих банков. Теперь им нельзя было сотрудничать с фирмами, которые занимались ценными бумагами, чтобы предотвратить очередной неконтролируемый всплеск спекуляций на бирже. Он также создал Федеральную корпорацию по страхованию депозитов. Теперь все вклады до $2500 были защищены законом. Это положило конец набегам на банки. Теперь обычные люди могли не бояться, что если их банк рухнет, то они потеряют деньги. Эта реформа обеспечила беспрецедентную стабильность. Если в благополучных 20-х годах каждый год разорялось по 500 банков, то после 1933 года это количество снизилось в 50 раз, до 10 банков в год. Потом пришла пора подумать о золотом стандарте. Вкратце напомню, что Соединенные Штаты поддерживали обмен бумажного доллара в золото. Любой человек мог прийти зелеными бумажками в банк и получить монетки строго по определенному курсу. В теории это звучит хорошо, но когда у вас снижается количество денег в экономике, то плохо. Я уже говорил, что для того, чтобы выйти из этого порочного круга, надо вливать бабло в экономику. Но в таком случае у вас из страны начнет утекать золото. Поэтому страны, стремившиеся сохранить золотой стандарт, были вынуждены допустить сокращение своей экономики. Пока Федеральный резерв защищал золотой запас Америки, он не мог вмешаться, чтобы предотвратить крах банковской системы. Рузвельт и здесь пошел на радикальный шаг. Во-первых, отменил золотой стандарт, отчего миллионы людей пришли в настоящий шок. А во-вторых, чтобы на этом фоне они не пытались увести драгоценный металл из страны, запретил экспорт золота. Шах и мат. Но и это еще не все. Потом Рузвельт приказал обменять все золотые монеты, которые хранились у людей на руках, на бумажные доллары по старому фиксированному курсу. По всем штатам золото перестало быть официальным платежным средством. Такими жесткими мерами казна получила несколько тысяч тонн золота. Все это богатство торжественно свезли только что построенный Форт Нокс, а доллар был отпущен в свободное плавание. С принятием еще одного закона о золотом резерве в 1934 году номинальная цена золота с 20,5 до $35 за унцию. Эти меры наконец-то позволили ФРС увеличить количество денег в экономике до нормального уровня. Заводы снова заработали. За 2 следующих года производство выросло на 25%. После банков пришла очередь биржи. До краха Уолл-стрит в 1929 году ценные бумаги вообще особо не регулировались. Покупай что хочешь и как хочешь, но на свой страх и риск.
Фирмы, которые размещали свои акции на бирже, даже могли не публиковать никаких отчетов о своей работе. Поэтому трейдинг был чисто лотереей. Чтобы предотвратить повторение краха, был принят закон о ценных бумагах. Он требовал раскрытия балансов компаний, отчетов о прибылях и убытках, всю информацию о руководстве, а все отчеты должны проверяться независимыми экспертами. В 1934 году была создана комиссия по ценным бумагам и биржам США для регулирования фондового рынка, и действует эта комиссия до сих пор. Все эти бесконечные законы и меры встречали разную реакцию. Закрытие банков? Фу, кошмар. Страхование вкладов? Ну, звучит прикольно. Отмена золотого стандарта? Да этот сраный инвалид поехал наглухо. Защитил биржу от спекуляций? Ну вот, нормальный мужик. На таких качелях люди уже не понимали толком, какие эмоции им испытывать. Радоваться или возмущаться. Но было одно решение, которое однозначно поддержали чуть ли не все. От черных жителей Алабамы до элитных клубов миллионеров. И речь, конечно же, про отмену сухого закона. Штаты и города получили новые доходы от налогов. Мафия потеряла основной источник сверхприбыли. А избиратели простили Рузвельту сразу все непопулярные меры. И вот только сейчас руки дошли до того самого, чему любят приписывать главную заслугу в восстановлении США от Великой депрессии – создание и управление общественных работ, которое стало финансировать мегапроекты. Строительство аэропортов, больниц, школ, дорог и мостов. Все это за государственный счет. И не просто по доброте душевной, а чтобы снизить безработицу, дать рабочим деньги, чтобы они смогли начать покупать и вытянули бы экономику из кризиса. С 1933 по 1935 год управление потратило больше $3 миллиардов. Было построено 34,5 тысячи объектов по всей стране. Например, по этой программе был построен знаменитый мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско. Но деньги уходили не только на строительство нового, но и на ремонт старого. Сотни тысяч людей получили работу и восстановили миллионы гектаров земли, пострадавшей от эрозии и опустошения. Как отметил один эксперт, новый курс Рузвельта изменил американский ландшафт в прямом смысле слова. Но самые большие проблемы были, конечно, у сельского хозяйства. Это просто какой-то дурдом. Фермеры даже в богатые 20-е годы зарабатывали копейки. С началом кризиса все стало только хуже. Неадекватно низкие цены вынуждали их производить еще больше, что в свою очередь продолжало снижать цены. И это на фоне того, что страна в принципе была в так называемой дефляционной спирали. Когда стало ясно, что никакой объем производства не сможет себя окупить, фермеры просто забили болт. Не убирали урожай, убивали скот, потому что содержать его было дороже, чем продавать. Рузвельт и его администрация были уверены, что восстановление сельского хозяйства является ключом к полному экономическому восстановлению страны. Поэтому для поддержки фермеров придумали больше всего новых законов. Одной из первых значимых программ стала администрация по регулированию сельского хозяйства. Она ставила целью поднять цены на сельскохозяйственные товары с помощью искусственного дефицита. В смысле, чтобы цены стали выше, надо просто выращивать поменьше. Фермерам стали платить субсидии за то, чтобы они оставляли часть своих земель неиспользованной. Звучит, прямо скажем, нелогично на первый взгляд. Как это так получается, что вы бедны из-за того, что производите слишком много еды? Это же бред. Ну как бы работать в убыток ведь никто не хочет. Фермеры – это не благотворители, которые за свой счет должны снабжать города едой. Поэтому и получалась такая дебильная картина, что с одной стороны урожай гнил в полях, а с другой безработные в крупных городах чуть ли не голодали. Поэтому неудивительно, что простые избиратели где-нибудь в Чикаго, мягко говоря, не понимали, какого хрена у них мало еды, если ее на самом деле полно. И зачем повышать цену на какую-нибудь кукурузу, если в таком случае они не смогут ее купить. Поэтому уже в 1936 году Верховный суд США признал такую программу поддержки фермеров неконституционной. Но правительство и тут нашло выход. Вместо того, чтобы платить субсидии за пустующие земли, они начали платить за то, чтобы фермеры сажали какую-нибудь фигню, которая все равно никому не нужна. Короче говоря, в некотором роде реформы Рузвельта сработали. Доходы фермеров начали восстанавливаться с 1933 года вместе с доходами остального населения. Но сельское хозяйство все равно осталось проблемой. Далеко не все фермеры смогли получить бонусы от господдержки, особенно черные и те, кто работал на арендованных участках.
На фоне остальных успехов это был провал. Намного лучше у Рузвельта получалось с правами рабочих. Во-первых, он отменил типы договоров, которые презрительно назывались «желтая собака». Это когда при устройстве на работу у человека просили подписать бумагу, что он обязуется не вступать в профсоюз. А если вступит, то давай до свидания. Ни на какие жалобы со стороны работников полиции и суды не реагировали. Ведь ты ж знал, что подписываешь. Какие тогда претензии? Так вот теперь правительство признало такие претензии обоснованными. В следующем году власти пошли еще дальше и протащили указ о минимальной заработной плате. Когда Рузвельта за это критиковали и спрашивали, какая тут кроется философия, он с гневом отвечал: «Философия? Какая философия? Я христианин и демократ. Вот моя философия». Реформы были настолько радикальными, и их было так много, что многие начали терять терпение и доверие. Да, его руководство было энергичным, но все больше людей считало его неэффективным. Особенно это касалось консерваторов. С одной стороны республиканцы, такие как Герберт Гувер, а с другой – собственные соратники по партии. Например, бывший кандидат в президенты Эл Смит. Эти чуваки ворчали, что Рузвельт якобы разрушает американские идеалы и лишает людей свободы. Часть из них объединились в Американскую лигу свободы, а другие сосредоточились на том, чтобы сделать республиканскую партию спасательным кругом от безумств Рузвельта. Все они ждали, что решение Рузвельта вскоре приведет к катастрофе. И тогда они смогут выйти на сцену и громко сказать: «А мы ведь предупреждали». Но катастрофы все не было. А экономика хоть медленно, но выползала из задницы. Когда в 1935 году Рузвельт представил новый законопроект о пособиях по безработице, он уже знал, что ответить на критику, что он четко различает просто помощь и помощь в работе. В своем ежегодном послании Конгрессу 4 января 1935 года он прямо заявил, что федеральное правительство должно прекратить раздачу пособий просто так. Ведь такие реформы поддержки приводят, цитата, «духовному и моральному распаду и разрушают общество». Рузвельт даже сравнил пособие по безработице с наркотиком, на который можно подсесть. С другой стороны, нет ничего плохого в том, чтобы дать людям работу за достойную плату. Ведь это укрепляет самоуважение, уверенность в себе, мужество и решимость. Поэтому он предложил, чтобы федеральное правительство, обладающее достаточной властью и ресурсами, обеспечило работой около 3,5 миллионов безработных. То есть Рузвельт шел в мейнстриме и как бы не говорил ничего, за что его могли бы заклеймить социалистом. Но есть нюанс. Также он добавил, что помимо трудоспособных людей в стране, есть 1,5 миллиона больных, пожилых и инвалидов. Они не могут работать в силу природных факторов. И вот для них пособие надо оставить. И ничего плохого в этом нет, потому что эти люди точно не подсядут на иглу бесплатных денег. Ведь они не смогли бы работать при любом раскладе. В общем, Рузвельт был убежден, что раздача пособий – это путь к деградации, а работа – к возрождению нации. Тем не менее, именно он ввел обязательную финансовую помощь тем, кто работать уже не в состоянии. И с этим в Конгрессе мало кто спорил. Хитро. Еще в 1930-е было принято несколько важных законов, направленных на защиту прав потребителей. В 1935 году появился закон о холдинговых компаниях. Он должен был защитить права обычных людей от крупных корпораций, которые контролировали газовые и электрокомпании. В тот же год был принят закон о федеральной энергетике, который нацелен на то, чтобы цены на коммунальные услуги были доступными для всех слоев общества. Затем в 1938 году был введен закон о природном газе, который защищал потребителей от эксплуатации со стороны газовых компаний. В этом же году приняли и закон о пищевых продуктах, лекарственных средствах и косметике. Этот закон предоставил правительству полномочия тестировать и лицензировать лекарства, а также проверять безопасность косметики. Министерству сельского хозяйства были даны полномочия устанавливать стандарты качества продуктов питания. Также в 1938 году был принят закон Уиллера-Ли, который расширил полномочия комиссии по свободной торговле, которая теперь эту свободную торговлю могла ограничивать, чтобы отменять заведомо мошеннические сделки. Все эти законы были направлены на то, чтобы сделать рынок более прозрачным и справедливым. Но, конечно, тогдашнему стороннику свободного рынка тут виделось крушение всех американских идеалов. Что-то стало слишком много контроля. Конечно, продукты стали лучше,
банки надежнее, компании защищеннее. Но какой ценой? Ценой нашей и вашей свободы. Но, как показали дальнейшие выборы, избиратели такой курс оценили и переизбрали Рузвельта на второй срок. В 1935 году Рузвельт выступил с предложением новой налоговой программы, известной как «Закон о налоге на имущество». Она была направлена на перераспределение богатства. Законопроект предусматривает введение подоходного налога в размере аж 79%, но только для тех, кто зарабатывает больше $5 миллионов в год. В те времена такая сумма была просто астрономической, и фактически этот налог касался только одного человека во всей стране – Рокфеллера. Так какой смысл было его вводить? Чё, бюджет лопнет без денег этого старика? Ну, в общем-то, нет. Тут мы имеем дело с классическим самопиаром. Напомню, что Рузвельт все-таки был профессиональным политиком. Ему, кроме экономики, нужно думать и о собственном рейтинге, особенно перед новыми выборами. В частной беседе Рузвельт признался, что истинная цель этого закона заключалась в том, чтобы, цитата, «украсть славу у Хьюи Лонга». Был такой популярный человек, который активно топил за прогрессивную налоговую ставку. Так что Рузвельт хотел не столько получить новых денег в казну, сколько получить избирателей Лонга. Законопроект вызвал резкое недовольство среди богатых слоев общества. Многие из них начали называть Рузвельта предателем своего класса, а сам закон окрестили налогом на выкачивание денег из богатых. Но потом многие поняли, что их это напрямую не касается, и успокоились. А Рузвельт спокойно выиграл выборы. Но об этом уже скучно рассказывать. Итак, что мы имеем по итогу? При Рузвельте расходы на поддержку малоимущих в Америке удвоились. Но за все в жизни приходится платить. И США заплатили за это ростом бюджетного дефицита и падением доллара на 40%. Уже во время второго срока, в 1937 году, Рузвельт решил сократить социальные расходы. Но это привело к новому витку кризиса. Не такому масштабному, но все-таки. Количество безработных и бездомных опять выросло. Поэтому президент вернул все обратно. К 1939 году, спустя 10 лет после начала Великой депрессии, ситуация в стране все еще была тяжелой. Многие исследователи считают, что окончательное спасение американской экономики стали возможны благодаря Второй мировой войне. Военные заказы заполнили оживающие американские заводы. Миллионы молодых американцев ушли служить в армию, что снимало с них необходимость искать работу и обеспечивало их за счет государства. В результате тот дисбаланс между производительностью, производством, зарплатами и потреблением, который поразили Америку в 1929 году, был окончательно устранен. И тут, конечно, заслуги Рузвельта мало. Зато под шумок он провел множество важных реформ. Америка вышла из кризиса с новой системой социального обеспечения, с комиссией по ценным бумагам и законом о кредитовании сельского хозяйства. Фермерские долги были сокращены или даже списаны. Были выданы новые кредиты на выгодных условиях. В стране была введена новая система налогообложения, перераспределяющая средства в пользу малоимущих. И значительно увеличились социальные расходы. Понятие гарантированного прожиточного минимума стало неотъемлемой частью жизни Америки. Перед Великой депрессией Америка жила верой в неуязвимость своего благосостояния, в правильности своих идеалов и особого места в мире. Эта вера была разрушена. Но из кризиса появилась новая страна. Америка превратила свои раны в уроки для будущих поколений. Всего хорошего.